Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, вдруг и тех, кто в записи когда-то может этот стрим будут смотреть. Так, сейчас пока я кое-что доделаю опять. Пока кто-то подходит, может быть. Привет, Леха, если ты еще тут. Так, секунду, сейчас я на все отвечу. Все. Тут все, тут все. Так, что ты там спрашивал? Айн момент, айн момент. Почему мы резко начали делать стримы не по вечерам, а после обеда? У тебя после обеда сейчас уже? У меня сейчас только 11 утра. И ничего не резко, у нас наоборот до тех вечерних, а в основном были как раз дневные или утренние стримы. Это, можно сказать, я бы даже сказал, резко после утренних стримов у нас тогда были несколько вечерних стримов. А сейчас мы возвращаемся типа к тем обычным, которые были до этого. А так-то у меня всегда было в основном такое, что по времени либо где-то в основном дневные стримы, иногда на вечерние получалось запускать. Короче, нет какого-то определенного времени, когда именно стримлю всегда по этому времени суток. Не всегда по-разному, когда получается. Поэтому нет такого, что вот именно по вечерам там всегда или именно по дню. Дневные стримы или утренние. Как когда? Когда вот в основном дневные, когда вечерние получалось. Так, последние дела тут проверяю быстро. Перед началом не успел, пока музыка играла, к сожалению. Пока не было у нас шорт-стримов, то все было очень быстро и просто. Тут парочку кнопок нажал и все. А сейчас пока тут поправишь, тут настроишь, тут проверишь. Приходится пару лишних минут ковыряться. Сегодня у нас Ведьмак, так как мы Ассасина уже закончили, в целом с Ассасином попрощались пока что. Перерыв, как я говорил вчера, ты, Леха, спрашивал, что там дальше будет. Вот я вчера на стриме в конце там все это повторил. Какие планы, какие дела у нас будут. И вот сегодня мы возвращаемся к Ведьмаку, которого мы, грубо говоря, забросили уже месяц назад где-то, наверное. Где мы там остановились, я уже толком и не помню. И надо будет его допроходить как-нибудь. Не знаю, будем ли мы только его сейчас опять стримить, или еще что-то я другое там выберу потом параллельно. Но пока вот надо опять вернуться сюда, вспомнить, что куда, что как, где мы закончили, что мы хотели сделать. Единственное, что я помню, это то, что... Это то, что мне сейчас геймпад какого-то фига не подключается. Ладно, сейчас перезайду. То, что единственное я помню, что мы в Новиграде там доделываем последние дела. У нас там сюжетка на прошлом стриме. Стрис делалась, и не только стрис, в целом в Новиграде. И сегодня мы должны были доделать все, что там осталось у нас в Новиграде, дела всякие в окрестностях его. Чтобы, может быть, под конец стрима уже планы строить по отправлению на Скеллиге. Хотелось бы. Я был бы не против, чтобы мы уже туда поскорее отправились. Так, тут все. Все, геймпад работает. А, точно, да. Понятно, почему не работает, потому что я не включил одну программу. Ну, конечно. Тут все не так просто. Так, захват давай. Спасибо. Так,
Так, еще и опять эта фигня начала барахлить. Ладно, без нее тогда. Только что вроде было нормально, а теперь перезашел и уже все поломалось. Ну и обойдемся без нее. 1000 извинений за вот эти опять небольшие типа технические неполадки, хотя это не прям технические неполадки, это только кое-какие доделывания, которые надо было делать перед стримом, конечно же. Так что 1000 извинений. Так, все, теперь должно быть все окей. Да, все, геймпад Ферштейн. Погнали. Сегодня доделаем сюжетку новиградскую, сегодня доделаем квесты побочные всякие новиградские. Все, что связано с Новиградом и его окрестностями, сегодня надо доделать, чтобы спокойно отправляться на Скеллиги. Сегодня или на следующем стриме в начале. Вот такие дела. Как твои дела, Леха? Ёкарный бабай. Игра решила вылететь. Понятно, сегодня начало стрима веселое. Сегодня, слава богу. Имбово. Это хорошо. Что прям настолько хорошо, что даже имбово. Так. Дубль 2. Так, а сейчас интересно будет опять барахлить? По-моему, да. Да, опять. Ладно, без фильтров обойдемся. Так, еще раз пытаемся загрузиться. Напоминаю, что мы, да, с модами играем, и, наверное, из-за них как раз вот этот вылет сейчас и произошел. Временами такое бывает, что вылеты происходят из-за этих модов. Как раз эта редкость сейчас произошла. Чтоб ее. Совпадение какое. Отлично. Получилось. Все. Можно играть. Прошло и 100 лет, блин. Слава Родовиду! Да ё-моё. Секунду. Вот так. Так, мы на том же самом месте, где мы и закончили в прошлый раз. Я вообще никуда не отходил, ничего не делал. Мы в прошлый раз, я, по-моему, насколько помню, регату вот эту делали, и не получилось ее сделать, поэтому решили заканчивать стрим на этом. А сейчас по сюжетке нам надо вот сюда, как раз рядом. А не по сюжетке. Что там по заданию у нас? Да, вот это вот тут. Тут регата, понятно. Вот это вот задание есть 9 уровня, который уже капец как давно надо было бы сделать. И тут обидно за вот это условие красное. Это все на скеллиге. Вот Сраше квест. Уже 2 квеста тут, запомнили. Вот заказы, например, какие-то, может быть, сделаем. Хотя бы вот эти 20-22 уровня. Более-менее неподходящие нам. И сокровище такое себе. Так, с чего начнем? Сразу с сюжетки или, может, с этих нескольких побочек? Эта побочка вот тут вот. Не особо далеко. С Раше побочка вот тут вот. Тоже не особо далеко. Давайте начнем с вот этой побочки. Вспомним управление, вспомним геймплей, вспомним все, и тогда уже там к сюжетке тоже перейдем.
Так, еще помню, как плотву призывать. Еще кнопки не все забыл, наверное. Так, прыжок. Так, удар. Плотва, поехали. Пошла. Уже 3 недели не играл, так? Да. Даже больше, наверное, чуть-чуть. Вы должны были знать, Почти кто месяц не помогает играли. чародейке, нарушает королевский указ. То там Assassin's Creed Rogue мы стримили по-быстрому перед выходом Black Flag, то потом на Black Flag перешли полностью. Должно быть лихорадка. Ведьмак у нас на целый месяц в перерыве был. У тебя там как успехи? Ты говорил, что в метро играл. Уже прошел? Начал следующую часть или еще? Нет. Ох, люблю Ведьмачка. Тут можно расслабиться, на расслабоне играть, не париться вообще. Ни о каких сложностях, ни о чем вообще таком. Несмотря на то, что мы на максималке играем, и тут все равно иногда нас будут ваншотать. Но все равно. Так приятно тут играть, на расслабоне вообще ощущаю себя. Не напрягаясь. Спокойно как-то становится от этой музычки. Еще бы на скеллиге, о, там вообще был бы расслабон, релакс максимальный. Еще нет, сейчас только на Венеции. А ты, не помню, спрашивал тебя или нет, ты впервые играешь или перепроходишь уже? Так, мы приехали. Квест, кстати, называется «Сыр и темные силы». Это должно быть резиденция Айрамоса. Надо осмотреться. Здесь стоит осмотреться. Lost Light Redux впервые. 2033 первую часть уже играл. Я так понял, да? И Exodus тоже не играл, да? Я первые 2 части на стримах уже прошел, перепрошел, то есть. И Exodus тоже как-нибудь в планах потом планируется. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Айрамусу? Использовать артефакты Айрамоса. Оля. Эх, Геральт, ненавижу порталы. Где же твоя короночка? Твоя коронная фраза. Как же здесь воняет. Геральт, держи себя в руках. Запах старого сыра. Похоже, Айрамос был тиромантом. И романт, впервые такое слышу. Так, ну-ка, ну-ка. У меня вроде там есть зелье от попста. То есть от грибов вот этих всех мерзких. Может, оно и тут сработает.
Вот. Скушать. Нет, не работает. Значит, Из это чего другие Эрама грибы. сделал этот чертов сыр? Лучше А, и никто это вообще не попасть грибы, точно. Это же сыр. Ну да. Я привык, что этот дым, это связано всегда с грибами этими ядовитыми, а это сыр у нас ядовитый. Сыр. Квест же называется «Сыр и темные силы». Вот вам и сыр. Много сыра, вонючего сыра. Геральт, держись. Быстренько прошмыгнусь, нет ли тут чего. Хе-хе-хе. Не, ничего тут нет. Только сыры. Так, уже играл и перепроходил. Exodus не играл. А Exodus тоже же планируешь? Или только Last Light Redux ты говорил планируешь, а Exodus нет? Или потом когда-то? Пиромант, маг огня, если просто... Не пиромант, а тиромант. Вот справа внизу, справа вверху, то есть, написано как раз это слово. Пиромантия. Я такого не слышал. Пиромант это я знаю, конечно. Испытание сыром? Пиромант это Вот понятно. весь мир посмеется. А вот Ничего пиромант. хуже я уже не встречу. Так, не забываем сохраняться, конечно же. Не планируешь Exodus? Планирую Last Light. Это ты говорил, да. Про Last Light. А Exodus что не планируешь? Не хочешь, неинтересно? Так, теперь плавать придется. Окей. Ну, раз мы плавать теперь будем и без кошки, тем более тогда я выпью другую штучку. Бумс. Здравствуйте, Азель. Ой, как хорошо. Как ярко. Exodus у меня нет в библиотеке Steam. А недавно была скидка там... Сколько? 80 или 90%. Я как раз Gold Edition приобрел. Поэтому он теперь ждет, лежит меня. Лежит, ждет меня, вот так правильнее. Когда я до него доберусь, наверное, чуть ближе к выходу новой части. Или просто когда захочется, не знаю. Так, не сюда или туда сначала? А я сразу с едой. А, это ты вовремя, потому что у нас только что было место с... Локация, точнее, такая мини была с вонючим сыром, где Геральт как раз чуть-чуть негодовал. И хорошо, что ты с едой пришел не под эту локацию. У нас сам квест еще называется «Сыр и темные силы».
Квест, посвященный сыру. Как бы это ни звучало. Так, тут тупик, ладно, тогда нам точно в ту сторону. И приятного аппетита, что бы ты там ни взял. Конечно, конечно. Все, кошка закончилась. Опять ни черта не видно. Так, а тут ничего. На карте такая прям комнатка, как будто бы. Идем дальше. Сохраняться не забываем. Прекрасно. Я ведь прямо перед этим съел самый горький огурец своей жизни. Фу. Я уж представил, как это невкусно было. Даже не положили сундучка где-то тут внизу. А такое место хорошее. Надо рассказать Ламберту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Ой, Геральт все время молчал, а тут внезапно комментарий. Не падаем. Так, вспоминаем боевку. А то она тут вообще не такая, как в Ассасине. Вот и опять куча сыра всякого. Фигурка быка. Заметки. Понятно. Сыр. Да, вонючий сыр. Тот, о котором Геральт там негодовал Иллюзия. пару минут назад. У нас получается сейчас только Ведьмак на канале. Ну, парочку стримов, наверное, а там, наверное, что-то еще будет. Не буду же я прям только Ведьмак вплоть до финала играть. Это прям надолго реально было бы. Что-то помимо явно появится.
Место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Сокровища я люблю. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Сохранимся, то мало ли сейчас босс. Это что, загадка? Я же выбрал Игни. Игни, алло, Геральт. 3 раза нажал. О, Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его Эменталь. Эменталь. Дайте угадаю, он наносит отравление. Это было бы логично. Нет, он наносит урон огнем. Нелогично. Это же сырный квест, тут должно было отравление быть. Ну логично же, ну. Чё и по урону хуже. Ну, как всегда. Хотя оно и понятно, тут квест уже капец как давно. По идее, надо было делать. Он для меня уже какой неактуальный. И низкий по уровню был. Так, на выход тогда уже. Вот и весь квест. Пыры и магия. И темные силы, то есть, пардон. Пыры и темные силы. Это забавный квест. Короткий. О, свежий воздух. Свежий воздух, наконец-то. Наконец-то. Сырный квест. Именно так. Что ж, вот и все тут. Теперь предлагаю Кроше опять идти в гости. Он нас там звал. К нему в гости сходить. Так пошли. А правда, что ты когда-то королей убивал с Нет. нашим командиром? Нет, неправда. Это все ложь. Только ведьмака этой братве не хватало. Сеть, черных сеть! Как все это Эх, кончится? я соскучился за Думаю, бордель Гвинтом. В Изиме. Такой солидный, За чтоб на Гвинтом стенах соскучился, ковры да. висели и вонючие свечи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Это я, да. Так это я, по-моему, у него уже спрашивал или нет? Не помню. 3 недели прошло. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь, кого? Да, по-моему, я Сейчас спрашивал. Как ты здесь... с войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул. Да. Быть, потом я... Но... Но... Но. Так, ты меня звал. Ты говорил, у тебя какие-то проблемы? Мгм, с Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого 5-го. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался.
Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Привет, Лёха-ха. DLC, наверное, не будет РУ озвучки. В новом-то? В новом DLC? Не знаю. Посмотрим. Не слышал даже таких новостей. Или ты не думаешь, и ты прям констатируешь факт? Ты, может, где-то уже услышал, что там сказали, что реально не будет? Или ты так думаешь? Я не слышал, не знаю. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной, я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Играешь? Не, танцую. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. В новом дополнении Киберпанка-то не было озвучки. Ну, еще целый год почти. Кто знает, что поменяется за все время. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть черным! Ну вот. Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. Вперед! За мной. Ой! Управление все еще иногда случайно нажимаю то, что было в Ассасине, и факел случайно достал по итогу. Еще можно сдаться. Ай, как больно. Ай, как больно. Я вспоминаю, как парировать, как все делать. Хреново пока получается. Что, драться расхотелось? Ты где, сука, был? По ягоды собрался? В смысле, где был? Я... Я не хочу с тобой разговаривать, Геральт.
В смысле? Ты чё, обиделся, что я где-то там на полсекунды задержался, пока этот самый знак кастовал? Или чё он обиделся? В смысле ягоды собирал? Алло? Я за тобой бежал. Это что такое было? Обижаются, видите ли, ни с того ни с сего. Я не хочу с тобой разговаривать. Все. И не звони мне больше. Хватит болтать! К бою! О! Корочкой. Или может там Бьянку случайно убили в бою, поэтому он обиделся. Я что-то даже не заметил. И не та кнопка. Да! Да! Что, драться расхотелось? Черт! Чё такой жирный? Все, теперь не обижаемся. Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир, и ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли. Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милителе, учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Френ. Ого, похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли. Это же садисты, оккупанты. Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг. Сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Вот и помогли. Вот и хорошо.
Здесь NPC обижаться могут. Представь себе. Когда вот что-то не по их делаешь, не по их плану. Вот, например, они куда-то там бегут, а ты от них отстал или побежал в другую сторону, и они такие: «Эй, ты куда?» И все, обиделись. Или вот пока дерешься, там случайно кого-то из их друзей там убили, и они такие: «Как ты мог допустить, что моего друга убили? Все, я обиделся, не говори со мной. Пошел вон, ведьмак». И реально обижаются. Вот как Роше. Один в один. Яркий пример. Так, а что с тобой нельзя поговорить? Если помедитировать. Курочка KFC. Курочка NPC. В Штейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит. Ну что, возьмешь что из готового? Возьму продать хлам. Эх, продаем вот этот эменталь. Сырный меч. Сапоги кондотьера. Куча брони, но мало всего остального. Не. Так, а штаны? Штани. Это тоже, наверное, продать. Хотя там эти руны. Вот так. Теперь можно продать. Все. Будь здоров. Милость, радость, утешение. Так, неплохое начало. Квест с сыром этот выполнили, Роше помогли. 2 квестика сделали. Так, чуть-чуть. Вы бы поаккуратнее этих бедолаг уделывали. Плащ с куним воротником и тот трудно продать, ежели на нем всюду кровища. тебя в Изиме. Аккуратней, ты можешь свою бабу по жопе хлопать. А товар не тебе, так баронским людям продадим. Вот так вот. А что там? Такс. Что там у Роше и Бьянки? Может, что-то новое скажут? Или уже все с концами? Ты меня достал, Седой. Это взаимно. О, Если стоит. ты мне понадобишься, я сама тебя найду. Да? Не хочет говорить. Ну, Бьянка, ну как так-то? А вспомни старые былые времена. Как все это кончится? Геральт из... А ты? Ты тоже ничего не скажешь. Бывай. Ну и ладно. Ну и не надо. Что там дальше? Тут ничего. Тут регата только это осталось. Багованная, наверное. Все остальное на скеллиге. Ну, либо на сюжетку идти, либо контракты. Может, контракты? Контракт. Го-сюжетка? Не,
го сначала контракты. Я уже и забыл, какие тут все добрые. Мгм. Добрость аж лещет, аж выпирает из них. Все такие добрые. Так это и есть тот ведьмак страшил. Я как пошла за хворостом в лес. А? А? Я по поводу заказа. Известно, что это за чудовище? Здоровенная должно быть тварь. Дюжину волков перебила. Кишки им выпустила, но съела не все. Значится, от злобы убивает. И рычит, и воет по ночам, аж страх берет. Люди в лес зайти боятся, хоть в деревне голодно. Я бы мог заняться вашим чудищем, но не бесплатно. И сколько вы хотите? How much? Вот красивое число 300, давай, красивое число. Столько мы готовы заплатить. Великолепно. Вот и договорились, наторговались. Я займусь этим. Так нам, значит, посчастливилось, что вы сюда забрели. Удачи. Заказ таинственные следы. Ну, наверняка и все эти заказы будут довольно короткие, не особо длинные. Так что к сюжетке мы все равно довольно быстро доберемся. Монстр перебил целую стаю. Вот же туша. Туша. Куда эта туша пошла? Он оставил порядочно мягко, когда терся о ствол. Запах все еще держится. Опять запах. Не сыр, конечно, Геральт, да. Не тот запашок. Но опять придется нюхать. Сегодня Геральт с самого начала стрима запахами всякими страдает. Воняет, как говно беса. А что ж такое? Да, Приятного аппетита всем, кто старые кушает. засохшие. Видно, тварь тут была довольно давно. Придется найти другой путь. Всем, кто кушает под стрим, блин. Это не я, это Геральт, я ни при чем. Я уже поел. Повезло. Вовремя ты. Так, отсюда, надеюсь, можно будет? Ну-ка. Главное не разбиться. Нормально. Что-то, по-моему, его уже до меня кто-то. Того самое. Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал. Конкуренты. Следы лап. Он долго сопротивлялся.
Еще зацепка, следы. Для беса слишком маленькие. Он тут не один был? Оба потеряли много крови. Да, то есть уже будет ослаблен, значит будет попроще рубить. По идее. Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Вот это да. Придется его приманить. Бес и черт. Конкуренты за территорию. Подрались. Так, приманка, по-моему, у меня была. Вот она. Готово. Это его привлечет. И тут гроза. Да что ж такое? В Ассасине постоянно грозы. Тут грозы. Эти грозы меня везде преследуют. В жизни вот зато гроз этих вообще нет вообще. Зато в играх одни сплошные грозы. Первый раз, когда я Ведьмака увидел, так где он записку читал со стишком. И это твое первое впечатление было? Интересно. Запах миль на 5 разнесется. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Так, верни мне факел. Ну, конечно, конечно. Ой. Геральт, конечно, не ассасин, паркурить не умеет. Да, не жалею, зато стишок смешной. Он вроде про зелье какое-то зашифрованный. Еще бы вспомнить, что за стишок. Так, сейчас будет босс. Сохраняемся. Медитируем. Ну давай. Ну давай. Как говорят веленские бандиты, я из тебя останки сделаю. Геральт цитирует великих людей, я так смотрю. Опять я факел случайно достал. Ревун.
истории. Зажги туши. Это из стишка или что? Вот это громадина. Одна громадина, вторая громадина. Еще и валяется в такой позе, блин. Да, я узнал это из Ведьмака 2. А, еще из второй части, да. Что-то не припоминаю тогда. Вот и первый контракт сделан. Чего? Покажи свой. Фигурка змеи. Для задания, но уже в категории прочее. Значит, уже для задания оно мне не надо, походу. Можно продавать. Ладно. Бывай. А? Ага. По окрестным лесам рыскал черт, но я от него избавился. Они с бесом делили территорию, потому черт и был такой злобный. Черт? Бес? Что же, чудища против нашей деревни сговорились? Думаете, их теперь только больше будет? Нет, не думаю. Но я посмотрю по дороге. Спасибо. А у меня тут кошель для вас. Мы всей деревней сложились. Но могу процитировать стишок. Будь здоров. Но это не я буду, это стишок такой. Да понятно. Тут вот тоже не я, это все Геральт. Все, что Геральт говорит, все, что он там вытворяет, я тут ни при чем, это все он. Я никакой ответственности на себя не беру, это все Геральт. Все, отмазался. Поэтому и вы так можете. Так, отвар новый. Из черта. Дает полную защиту от потери равновесия и снижает эффект нокдауна от потери равновесия. До потери равновесия. Ну, так. Более-менее. Могло быть хуже. Там ездили и похуже этого. Так, а мне трофей опять сменили? Походу, да. Пробитие доспеха, сила атаки, адреналин, сопротивление, сила против реликтов. Не, лучше это. Кстати, по навыкам я уже давно сюда не заходил в эти навыки. Надо бы. Что я хотел качать вообще? Что-то тут, наверное.
так вот, наверное. Итак, дальше. Еще заказы или нет? Заказ тайна деревни Стёжки. Призрак тракта. Вот эти два еще более-менее по уровню. 22-й, 23-й. У меня 19-й. Дом с привидениями. Или на сюжетку. Давайте на сюжетку теперь. Записка писаря, так называемая. Заметка для писаря, во. Так. Да чтоб тебя. Девки-то входят, они выходят. А тебе чего? Где ублюдок-младший? Видал? Но ты суров. Надо уведомить младшего, что кто-то про него разнюхивает. Я по поводу новых девушек для ублюдка. Я тебя тут раньше не видел. Знаешь его? Не. Я здесь новенький. А что случилось с Норбертом? Тесак с ним случился. Жаль мужика. Лучше уж так, чем от чехотки подыхать. Помнишь? Он уже был какой-то дохлый. Ладно, запомни себе на будущее, что девок для младшего водят сзади, по руслу старого канала. Давай туда. Спасибо, я запомню. По Геральту так и видно, что он по этим делам как будто бы. Правду говорят, что ведьмы поток С мечами, такой весь в броне. И никто даже не подозревает. Конечно. Безбожник. Там такой. Скоро перестанет. Но, скорее всего, в интересных отображается. А ты уже написал? Мне не отобразилось. Не, мне вообще нигде никак не отобразилось. Может, YouTube его не пропустил? Настолько оно веселое. Обычно мне там может на проверку... А, во. Пришло на проверку, да. А почему мне на проверку именно в чат на телефоне приходит, а не в чат вот этот общий, который у меня открыт, который я смотрю? Что за дела? Ну-ка. Сейчас появится. Я принял. Нет? Не появилось? Ну, главное, что у меня появилось, я прочитал и я понял. Я вспомнил этот стишок. Вспомнил, что это был за квест. Это весело, конечно, да. Веселый квест, веселый стишок. Я вот не знаю, у меня-то оно есть. Но у меня в чате, который на телефоне, где я принял как раз это сообщение, то появилось. А вот в этом чате, который у меня
на стриме тут на втором мониторе включен, то тут его как не было, так и нет. И тут вообще у меня почему-то не показывает запросы этих сообщений, которые надо принять или отклонить. Сомнительные всякие такие. Странно, почему оно тут не работает. Может, мне надо именно не с творческой студии смотреть чат, а на сам стрим? Прямо зайти и там смотреть, что ли? Хотя какая разница, по идее, должна была быть. Но, видать, вот с чатом что-то тут так работает, там по-другому. Согласен, странно. Мгм. С другого канала зашел, вроде есть. Значит, сработало то, что я принял его. Меня только вот смущает то, что тут в моем общем чате нет этих. Вот, да, теперь тут тоже мне появилось. Нет этих запросов на подтверждение сомнительных сообщений, которые вот в обычном чате, если на стрим зайти, то есть эти запросы для меня, а если прям в этом в этом общем чате в творческой студии, то тут оно почему-то не появляется. Вот это меня сейчас начало что-то заботить. С чем это может быть связано? Так-то до этого, наверное, уже много каких сообщений на других стримах. Кто-то, может быть, писал, и они просто не появлялись и думали, что за фигня. А мне просто не появлялись, в принципе, эти сообщения в эти предложения согласования. Ну, они там есть, но их мне не показывают почему-то. Вот и не появлялись. Я и сам о них не знал, оказывается, до этого, походу. Придется смотреть теперь стрим с чата со стрима, что ли, своего. А не с творческой студии. Хотя это неудобно мне тут, блин, вообще непривычно. Не, ладно. Просто иногда буду, наверное, переключаться сюда. Проверять, что там было. Или не было. Ладно. Разберемся. Так, воспользуйтесь секретным ходом в укрытии ублюдка младшего. Что мне теперь показывает? Не сюда? Так, сюда или не сюда, блин? Опять эти точки меня сбивают. То сюда, то не сюда. Это секретный ход, что ли? Где женщины? Да. Где развлечения? Нету. Вы слышали комментарий Геральта? Нету. Где женщины? Нету. Попробуй со мной, хрен гнутый. Черт! Вот сука! Заклятие! Прибью собаку!
Ну вот, благодаря стишку проблему выявили. Угу. Вот вам и новенькая проблема, непонятно с чего она появилась. Надо будет потом разбираться с ней после стрима поподробнее. Закрыто, закрыто. Так. Все остальные сообщения я читал. Сукин сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Мерзавец. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Стой! Ух, Геральт разошелся. И еще раз. Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Только скажи. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да. Была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось разговаривать с людьми, с которыми я обычно стараюсь не разговаривать. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую, еще одна ложь, и чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось. Что с ней случилось? Она на меня напала. Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там.
А девка и живчик приносят мне казну Сиги Ровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого их прихлебалу Дуду и ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри, это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. Несколькими неделями ранее. На фразе «мне пришлось разговаривать с людьми» он мог закончить фразу. Успокойся, Лютик. О, Мы не господи. оставим Дуду в лапах ублюдка-младшего, ты А сам вот и знаешь. новый костюм Лютика, о котором Я я... понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и М, сантиментами их не заглушить. Которого я не видел никогда. Ну вот то и увидел теперь. Желаю всем удачного стрима, всем пока. Удачи, Леха. Он же Татьяна. Возьми себя в руки, Лютик. Надо сосредоточиться. Я ведь только так болтаю. Тогда заткнись. Ты узнал, где держит Дуду? Тогда заткнись. В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. Я даже не знаю его оригинальный костюм. Но все-таки, если честно, мне он, наверное, даже чуть лучше, что ли, чем оригинальный. Ну, как минимум, как что-то новенькое. Потому что оригинальный этот его розовый костюмчик, блин, с этой шапочкой, это было еще хуже, как по мне. Да, я, конечно, к нему уже привык, и он не такой ужасный, кажется. Но все-таки, наверное, для меня не такой уж интересный был бы, чем этот. Этот вот чисто для разнообразия, я, наверное, его и оставлю. Вот костюм для Цири и для Йеннифер я... Нет, для Трис и для Цири я оставил старые, обычные. Не менял, а вот для Йеннифер и для Лютика оставлю новые. Переделанные. В комнате на последнем этаже? Все-таки. То, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода, я Дода. сменил орудие. Дода пицца. Это мне прискучило. Ты долбаный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Задавлю, сука! Ай-яй-яй. Выпотрошу, шлюшка! Око за око. Зуб за зуб. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку!
А куда они оригинального дели? А, оригинальный валяется? А охранники типа не заметили, что один выбежал, а другой валяется. Ладно, ладно. Странное ощущение от музыки были в той катсцене. Что-то мы долго грузимся. Бей, убивай! Эй, убивай! А я где ФПС опять? Так, починилось. Слева заходи. Ай-яй-яй. Так, подожду, пока она регенерирует. Не подходила будто совсем. Особенно эти струны. А ты шаришь. Не выйди! Я, кстати, послушал все твои саундтреки крайние, которые я не слушал еще. Теперь уже все переслушал. Без исключений и те более старые, которые пропустил, и самые новые. И мне прям понравился вон тот, который такой восточный. Это тот, о котором ты говорил, что вдохновлялся этим. Дюной вдохновлялся, да? Мне прям вайбы какие-то такие были. Арабская ночь. Прям понравилось больше всего. Привет, Ариша. Что с Дуду? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива! Клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все! Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя. Я уже получил свое. Пощади. Прошу. Который пустынный, вдохновленный треком из Ультракилла, да? А, из Ультракилла. Я помню, ты что-то говорил там про Дюну, то думал, может, это как раз этот вдохновленный Дюной. Ну, прям вайбы такие восточные, пустынные, арабские какие-то. Так, я даже не знаю, кто за все свои прохождения из людей мог его жалеть и не убивать сразу. Учитывая все, что он натворил, все, что вот в этой комнате, как минимум, все, что он с Цири там делал, и все вообще в целом. Какой он мерзкий человек. Или даже не человек. Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь.
Я просто не могу это так оставить. Нет. No. Чё с камер? Вы видите, как она дергается? Странно дергается. Только в этой комнате. Охота за младшим. Задание выполнено. Новое задание скачки. Какие еще скачки? Скачки сейчас вообще не в тему. О, понеслась. Надо было не этим выходом выходить, наверное. Мамочки! Тебя падалью смердит, деревня! Твою мать! Хватит болтать! К бою! Эй, убивай! Вроде все. О, мне Twitch показывает, что 4 онлайна. На Твиче? Это что, у нас рекорды какие-то ставятся? А не, уже не 4. Если было 4, то уже не 4. Мне на Ютубе показывает 15. Но для Ютуба это не редкость. Опять, наверное, из этих 15 и 14 это боты какие-то, походу. Или молчуны. Опа. Лут, 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 лут. Привет, Игорь. Ладно, уже 3. Уже 2. Уже 1. Уже 0. Так, ничего тут больше интересного. На выход. Если ты закончил свои дела, время отблагодарить его величество. Давид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль его королевского величества Аксинфур Тритогор. Жемчужина Реданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Красивый корабль. Внезапная Этот Внезапная был похвала от построен на Геральта. пожертвование дворянок. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный бродяга не поймет, что такое любовь к отчизне. Да, трек из Ультракилла называется... А, вот почему я помню Дюну. Всё, 1000 извинений. Играет как раз на пустынной локации. Ну, понятно, что такие вайбы, действительно. Не, один точно тут еще будет. Ну, Ариша, наверное. Как раз. Вот и ты. Вот и я.
Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхарт. В свое время я приказал выколоть ей глаза, но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхарт пребывает в убежище к востоку от Оксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, и внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее, живой. Филиппа Эйльхарт? Чего ей здесь нужно? Подозреваю, что она пытается связаться с давними подругами и восстановить ложу. Быть может, хочет мне отомстить. Госпожа Эйльхарт очень упорна. Порой я вспоминаю уроки, которые она мне давала, когда я был ребенком. Я помню ее науку. Помню наказания, которые она мне назначала. В своей жестокости она всегда была последовательна и терпелива. Я выколол ей глаза. Но она все еще очень опасна, поэтому будь осторожен. Раз уж Филиппа скрывается, пользуясь магией, отправь за ней чародеев. На чародеев мне рассчитывать не стоит. После событий в Лок-Муинне наши дороги разошлись. Может, от того, что ты собрал их в одном месте и приказал уничтожить? Ты забываешь, как все было. Они собрались, чтобы воскресить Капитул, который сами некогда уничтожили. Я был готов выслушать их предложение. Прочие властители тоже. Вспоминаем события второй части, вспоминаем. Пока некий ведьмак не сообщил, что за убийствами королей стоит ложа. Чародеи оказались предателями. А ведьмак оказался хорош в выслеживании предателей. Отправляйся в горы и приведи мне Филиппу Эйльхарт. Услуга для родовита. Так, я сохранюсь. Мне интересно, мне сейчас по башке надают, если я тут начну лутаться? Вроде нет. А туда не пускают. Наслаждайся жизнью, выродок, покуда можешь. Честь и отчизна. 17 зрителей так-то. Ну, опять-таки, из этих 17, наверное, 1,5 реальные люди. Остальное либо боты, либо не знаю что. Предание. Ну, хотя есть маленький шанс, что это все зрители, просто все молчуны, но я очень сильно сомневаюсь. И был момент, где-то вообще 20 мне показывал. На минуту где-то. Там утопцы плавают. Так, по-моему, тут все, потому что, насколько я помню, больше нас на этот корабль никогда не пустят. Ну или один раз еще максимум. Иди откуда пришел. Да иду, я иду. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали. Заведуйте молча. Так, задание «Враг народа». Ага, это не сюжетное. Сюжетное это вот с Присциллой поговорить. Ладно, помогаем Родовиду. Нам вот сюда. Поехали. CD Projekt Red крутит зрителей. Тебе все ясно. Все понятно. Так, что за загрузка внезапная?
Катсцена какая-то началась или что? Или просто все зависло? Или просто загрузка такая, что-то слишком долгая? Вроде не зависло. А чё так долго? Я извиняюсь. А, Ведьмак реально катсцена. Геральт из Ривии. Да-да. Нет, я купец из Лирии. Шутки шутить вздумали. Да, в чем дело? Для тебя послание. От кого? Прочитай, узнаешь. Нам нужно поговорить как можно скорее, это важно. ТМ. Трис Меригольд. Наверное, это от Трис. Нужно ее найти. Такие, как ты, только болезни. Найдем. Опять будем мутки с Трис крутить. Часть 2. Продолжение будет. Я неделю назад начал Ведьмак 3 играть, спустя 10 лет после покупки. Вот это ты ждал, вот это ты... тянул. Вот эта игра ждала времени, когда ты до нее доберешься. 10 лет. 10 лет назад ты ее купил, и 10 лет она ждала. Но дождалась. Поздравляем с таким-то событием. Привет тебе. Кекович. Забавный ник. Кекович. Еще было бы лучше, наверное, Кекович. Как будто, типа, отчество. Зовут Кек, и Кекович отчество. Было бы еще лучше, мне кажется. Так, плотва. 20 зрителей. 20 ботов. Но. Наверное. Попрошу заметить, уточнить. Если это не боты, то... Докажите. Докажите, что вы не боты. Напишите что-нибудь. Лотва не так быстро. И я поверю, что вы не боты. Командир, там куча чудовищ, ловушек. Многое можно. 4 наших вытащили ранеными. Из дюжины трупов там еще. Раскаленные Я хотел на труп. Ребра, наверное, проткнули легкие. Тоже хочется. Ведьмак. Сейчас я подойду. Местами мясо обуглилось до костей. Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Я хотел первую, вторую пройти, чтобы прогресс был. Но вторую так и не прошел. Кекович, потому что кекаю постоянно. Надеюсь, кекаешь в смысле... В смысле том, о чем я подумал, а не том, о чем я другом подумал. А насчет первой и второй части понятно. Хорошая идея, хорошая тактика, наверное, если это можно так сказать. Но долгая, да, я понимаю. Если сильно хотелось прям, например, третью часть именно поиграть, то пока ты там первую, вторую часть пройдешь, пока ты там все это сделаешь, уже третью и перехочется играть. Я-то тоже, наверное, для канала хотел бы в идеале перепройти сначала первую, потом вторую. Я даже первую начинал где-то год назад. Но, блин, с анонсом вот нового DLC для третьей части, блин. Уже опять заговариваемся. С анонсом DLC все-таки третью часть намного сильнее было желание поиграть, чем опять все вот это вот ждать, пока пройду вторую, первую часть. Поэтому вот такие вот у меня дела. Но идеи все равно хорошие, конечно, там с этими импортированными сохранениями, чтобы полноценно сюжет понять последовательно, чтобы в целом все шло последовательно. Это я считаю правильно, так и надо. Просто это капец как долго.
Пишите в чат. Людишки, это капча. Кекович. Помню стримы по первой части. Да, было там парочку стримов. Может быть, когда-то к ним вернемся. Она, кстати, до сих пор у меня висит, эта первая часть. Я ее не удалял, потому что она у меня там тоже с модами всякими стоит. И я не удалял, потому что опять эти моды заново ставить, это опять куча мороки, поэтому было лень. Поэтому она так и висит у меня до сих пор. Да, она и весит особо немного, первая часть это. Так что, может быть, когда-то к ней вернемся. Уже после третьей. У нас, как всегда, все идет немного не по порядку. Сначала там третью, потом первую, потом вторую часть. Или потом вторую, потом первую часть. Как у нас было с чем? С Dying Light'ом. И еще с чем-то. Сначала там новые части проходили, потом старые. Все не как надо. Нам не привыкать. Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Вы молодцы, сберегли мне время. Рад, что смогли помочь. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуины. Мало было вырвать ей глаза. Родовид должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию и в конце концов оказалась здесь. Что там внутри? Да чего только нет. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Ну посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Ой, как мило с вашей стороны. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это трубака? Да не в жизнь. Не могу пройти капчу от пользователя Азель. Критическая ошибка. Выявляю баг. Сейчас блевану со скуки. Ох уж эти комментарии этих охотников. Веселые. О. Серебряный меч с школы кота. Опять порталы. Это должен быть механизм, отпирающий дверь. А, нет, это не портал, слава богу. Да это одно и то же. Или все-таки портал. Для совы. Рано обрадовался. Вернешься. Порталы. Прекрасно. И охотники на ведьм в них уже покопались. Работает. Кто бы мог подумать. Так, а тут нет никакой фигни. Нет, ничего тут. О, ТДС 3 стримил. Правда, он как начался, так и закончился сразу. К сожалению, да. К сожалению, не оправдал ожиданий после второго стрима. На первом стриме еще
было нормально, на втором уже все. Все сдулись. Ну, когда-то, может, вернемся. Когда прям желание будет. У меня иногда бывает такое желание. Сильное желание поиграть в Soulfly какой-нибудь. Может быть, такой период. Ненавижу порталы. Опять постримим какой-нибудь Dark Souls. А то как бы не хватает, я считаю, для моей коллекции полного прохождения базовых и классических Dark Souls'ов. А то всякие вуконги, вучанги, Elden Ring мы стримили. Вот Dark Souls почти что нет. Микрофон у тебя там отладный. Ну, старый, значит, еще до этого. По-моему, у меня этот микрофон появился, когда я стримил... Период, когда я стримил... То ли первый Dying Light. То ли что. Где-то год назад я что-то стримил, где-то в этот период как раз обновил микрофон. Получится его включить. Должно заработать. Получилось. Портал есть. Стой! Не подходи! Я и первый DS стримил, и третий стримил. Постой! Что тот, всего на Ты пару что, стримов. ведьмак? Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху со Вот стороны. Elden Ring куда Ни за больше что. стримил. Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно Вот произойти. DLC только разве что до Я конца так и узнаю, не что допрошел. именно, и родовит это оценит. В Elden Ring. Он возвысит меня, а может и медаль даст. И Вуконг полностью зато пройден. От начала и до конца. Красиво прям. Не так давно получается. Ну да. И что, по-твоему, должно здесь произойти? О, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхард. Там про Эду Эмия, Маргариту Луантель, Франциску Финдебаир и Френгелью Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя Выломал он, защищу. видите А ли. если не сможешь? Умник какой. Будь послушным, 20 уровень. Отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. Послушный охотник. Я здесь подожду. За мной придут. Нет, не придут. Любовные письма. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. Так, опять какое-то огромедное пространство внизу. Ну попробуем. Ну попробуем.
Сразу в бой. Видимо, это ее лаборатория. Так, тут можно вниз. О, туннель. Куда он идет? О, туннель. Куда он ведет? Элемент питания есть. Ну не надо меня сбивать во время нимат. Горите в аду. Скажи, что умеешь. Одни боты на стриме. Кошмар. Ужас. Еще кристалл. Это нижний уровень. Масло новое. Рецепт, то есть. Оу. Отдан дейт. Вау. Мощь Арда и Аксия фигня, конечно, но все остальное более-менее и урона намного больше. Ифрит что? Что? Где? Где Ифрит? Кто? Где? Конечно, как без стражи. Где? Ой, бежит, бежит уже на меня. Уже бежит. А мы сколько уже прошли? Так, чувствую, меня этот вопрос будет сейчас каждый стрим преследовать. Мы прошли уже половину. Приблизительно. Так, это у нас реликт. Бежит на нас. Так, вот реликт.
еще и огненный. Геральт, возьми меч кулаками-то. Охренеть. Как больно. Я горю. У меня хилки закончились. Срочная медитация. Все, я снова готов. Я снова имба. Можно туда, можно сюда. Кровать, стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Мгм. Обыщите жилище Филиппа Эльхарта. Филиппа всегда носила такие на шее. Агаты. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Мегаскоп плавился, весь в копоте. Может, какие-то кристаллы уцелели. А это что? Анисовое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. Что еще? Опа. Кристалл из мегаскопа. Кристаллик. Сильно поцарапанный. Интересно, он еще действует? Все, рассказать Родовиду, что удалось узнать. Можно возвращаться. Замечательно. Идем на выход. Так, а это куда ведет? А, вот и красиво, как раз на выход. Удобно. Надо было идти за ним. Прямо в пасть к чудовищу. Погодите, а как же тот мужик? Я лучше сохранюсь, а то мало ли сейчас опять застрянем. А, или он ушел уже? Или он не тут был? Эй, короче. Сейчас узнаем, как раз выйдем наверх и узнаем. Может, он реально уже вышел. Да, он вышел. Вот и хорошо. Нашел что-нибудь? Нет. Ничего. Нет, 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 нет. Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. А это твои проблемы.
Это твои проблемы. Ты ошибаешься. Схватить его! Ну, началось. Мне нужен живой. Развлечься тоже хочется. Понесла! Понеслась. А чё вас так Хватит много? болтать! К бою! А нечего выделываться. Я сказал нет, значит нет. Так, тут все. Теперь к родовиду. Тоже сказать, что я ничего не нашел. Дела плохи. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дизентерию. Приветик. 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 Ну, приветик. Это корабль его королевского... Это корабль его величества. Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхарт. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Слежу. Ведьмак, есть успехи? Нет. Ты нашел Эйльхарт? Нет. Я ничего не нашел. Она действительно пряталась там, где сказали твои люди, но я опоздал. К счастью или нет, трудно сказать. В ее убежище произошел пожар. Скорее всего, Филиппа погибла в пламени. Подходящий конец для ведьмы. У тебя есть доказательства? Нет. Нет, но могу дать слово. Твое слово? Ты даешь мне слово? Извини, но сама Эйльхарт научила меня не верить словам. А потому и говорить ни о чем. Прощай. Прощай. Ладно, пойду, и удачного стрима. И тебе тоже тогда. Не прощай, конечно, но удачи. И пока, Азель. Все, с Родовидом разобрались. Что там у нас осталось? Только сюжетка. А, Стрис, точно. Трис. Мутки Стрис, ну конечно. Как я мог забыть? Или может опять чуть-чуть отвлечься на заказ. Например, тайна деревни Стёжки. У нас чуть-чуть сюжета, чуть-чуть заказов. Чуть-чуть сюжета, чуть-чуть отвлекаемся. Я считаю, неплохая затея. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. А я пойду в дрифтера за достижениями. И тебе тогда удачи тоже. Опять ФПСы пропали. Все, восстановились. Я видел тебя вблизи. Что тебя привело? Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу моречка. И мы пытаемся понять, что случилось. Почему ты думаешь, что это работа для ведьмака?
К югу отсюда есть деревня кирпичников Стежки. Сейчас оттуда почти все жители сбежали. И все твердили, что там завелось чудовище, которое людей убивает. Реданские патрули не заходят в эти края, а обычные бандиты не нападают на армию. Остается только один вариант — монстр. Узнай, что стало с нашим патрулем. Империя ценит жизнь своих солдат, так что за хорошую работу будет достойная награда. Насколько Вы достойные? слишком мало денег обещаете. Достойная награда — это понятие растяжимые. Вот опять давай красивую цифру. Столько мы сможем заплатить. Замечательно. Согласен. Я проверю, что случилось с патрулем. Может, в Стежках и правда завелось чудовище. Хорошо. Хорошо. Воу. Прям так сходу. Вам тоже здравствуйте, Гули. Ну куда вы убежали? Ну, вернитесь. Вернитесь, но не так больно. Еще один. Алло. Я тут-то. Обратите на меня внимание. Уважаемый. Эй, есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. Ведьмак. Ага. Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. Не знаешь? На моей памяти это первый раз, когда гули пришли выручать деревню из беды. Того и гляди, они и заказы ведьмачьи начнут принимать. Олени на фоне решили что и случилось. Чего побродить. ворошить? Я очень любопытный. Вы что-то скрываете, и я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. А я все равно все узнаю. Земной поклон. Тут нет ничего интересного. Ну-ну. С катертью дорога. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Челюсти способны раздавить панцирь. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Запах крови ведет в хату.
Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Чё-то ты темнишь. Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Подпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Темно было. Тогда как он убивал Темно. нильфгаарцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаарцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Доски наверняка можно поднять. Пробитый доспех, разорванные артерии. Это и Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Экима. Экима — это вампиры. Нигде никаких секретиков. Так, приготовились. А и опять сбили меня. Ненавижу, когда мне сбивают анимацию этого одну. Ай, как больно. Ё-моё.
Опять мне, наверное, кинули мой трофей. Трофей Кимы. Энергия, восстановление здоровья. О, дополнительное золото. О, нет, это я оставляю тогда. Это что-то поинтереснее. Энергия, золото. Всё, на выход. Боги, он вышел живым. Под землей дремала и Кима. Старая. Думаю, спала там много сотен лет. Кима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь. Да, и нашего чесноком тоннеля. обмазался тоже Кимы во время поодиночке боя. не живут. Мы вас, правда что, не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, плати. Причитается. Удачи. Хотя, если был бы выбор, я бы ничего и не просил у этих крестьян, но выбора не было. Геральт сам решил, причитается. О, 210. Даже нормально так причитается. А теперь за еще одной наградой. Двойная награда прям за контракт. Это хорошо, это интересно. Это я такое люблю. Я видел тебя в Изи. Что тебя привело? Я по поводу пропавшего патруля. Я был в Стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями, а ты заслужил награду. Держи. Ты слышал? Благодарю. Такие, как ты, там служили. Не люди. Еще 300. Супер. 500 монет. На ровном месте. Такс. Тут еще есть вот этот на 23 уровень. 25, 26, 25, 24. Ну, как я говорил, у нас сейчас, наверное, будет так. Перерывами. То сюжетка, то контракт. То есть заказ. То сюжетка, то заказ. Сюжетка, заказ. У нас тут с Трис есть задание и... с Лютиком. Но сначала к Лютику я хочу. С этим квестом разобраться. Но еще надо продаться, то я смотрю, у меня скоро перевес уже будет. Всадники и зрители! Последний раз Ты верно? Покажи. Карты. Беру. Беру и ни о чем не думаю. Просто беру.
Так, тебе вот это всякое продать. А этот кристалл уже никуда не надо. Я думал, его Трис можно будет показать. Зачем я тогда его Родовиду не давал? Думал, что с ним еще что-то можно будет сделать. Или это не тот кристалл? Да по идее тот. Больше никакого не вижу тут слева. Блин, ну ладно. Обидность. Сколько всего налутали. Бывай. Бывай. Умный клиент сразу поймет. Мечи вы... Покажи мне. Блин, опять поломалась. Покажи мне свои товары. Хорошо, что у него денег полно. И все это скупается. Вот это я что-то просмотрел. Это я пока оставлю. Так, тут что-то продавать, чего мне слишком много, может, или нет. Это куда мне столько? С головой хватит. Так, насчет крафта что-то новое есть? На 20 уровень. О! Эмеритовая пластина. О. Раз, два. Бэмс. Первый уровень. Улучшенный доспех школы волка. У меня обычного доспеха школы волка нет. Чтобы улучшенный делать. О. Вот это тоже. Сейчас забытый сет вот этот школы волка сделаем. Глянем, что он из себя представляет. По характеристикам хотя бы. Будь здоров.
Так. Брони побольше, сила атаки, адреналин. Сопротивление меньше намного. Зато от чудовищ и стихиям больше. Ого. Прям как в сериале. Сапоги. Так. Осторожнее. Так сяк. Чем у меня... Веди себя прилично. Я никому под руку не лезу. Где кузнец? Я знаю, где кузнец. Кузнец вот тут. Там даже лучший кузнец, чем этот. Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? Нет! Ведьмак! Его нужно сжечь! Это он! Это он! Он убил ваших на балу, Вигельбу! Подозрительно ты выглядишь, Чё? приблуда. Что вы себе позволяете? Ну и? Кого еще ты там видел? Может, нищих каких? Морец. Ну? Белоголовый? Нет! Не крутись Смилуйтесь! тут. Я все скажу! Это тот самый Морец. Пока я слышу только Слушай, ваша А милость. что с ним поговорить нельзя? По идее же можно было, я помню. Только орёт. Оставь меня. Я буду за тобой приглядывать, Смилуйтесь! Я все скажу! Все! Не знаю, может, забаговалось что-то или условия, может, не те, которые надо, чтобы он тут разговорчивым был. Или его вообще сжечь не должны были, по-моему. Что-то не помню. Что там с ним? По-моему, его можно было как-то позвать к Трис, и он как-то передумал, и он выжил бы, а тут он горит уже. Что-то я опоздал, походу. Не помню, где его надо было искать. Подозрительно ты Нет. выглядишь, приблуда. Ну, значит, все с ним. Кирдык башка ему, значит. Я буду за тобой. Ну и по делу. Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Опять? Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград не войти, не выйти. Зачем вы закрыли город? Чтоб его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то как началась война, все сползлись в Новиград.
Переловим их всех до единого и спалим на одном костре, как скотину с ящером. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Ну, Потом конечно. за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда? Не твое дело. Давай на пост. Ой, как приятно. Привет от Сиги Ройвена. Порядок есть порядок. Охранная грамота вечного огня. Отлично. Отлично. Дегенерация. Мы видали, что есть. Вот холера. Вот ведь. Здравствуй. Сделай. Так, ты. Что у тебя может новое я могу сделать? Вот. Забытый меч тоже. Из этого сета безупречный рубин. Это где я такое возьму? Я такого сделать не могу. Только купить где-то или найти, что ли. Прям безупречный. Блин, урона нормально, так побольше. Серебряный меч школы кота. У меня сет школы кота, интересно, сделан или нет? Надо посмотреть потом в сундуке. Вот школа Грифона, наверное, сделана. Вот школы кота не помню. О, это могу сделать. Тут надо 2 слитка темной стали. Так, темной стали. Блин, опять не на то нажимаю постоянно. Ну тут хотя бы не рубин этот. Страшный, красивый, такой дорогой на вид. Страшно красивый, да. Все остальное не по уровню. Вот насчет кота только надо будет потом узнать. Перепроверить. О, так у тебя есть безупречный рубин. Так что ты молчишь? Главное, вот сюда нажимал, тут не было кнопки купить. Вот как, например, вот с ремешками. Он показывает, что у него продаются ремешки, можно сразу отсюда купить из этой менюшки. А с рубином такого чего-то не было. Странно. Вот теперь полный комплект. Будь здоров. Полный сет этот забытый. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, конечно, без этих рун почти. Так, нет, вот это. Там одна, тут 2 всего лишь. Но зато какие бонусы, какие уроны. Мамма мия. Вот так вот. И в броню еще. Вот так вот. Все, теперь мы круты и сильны. Правда, на вид эти мечи отвратительные. И броня тоже на вид такая себе. Но зато урона много. Зато хотя бы для разнообразия чуть-чуть можно походить в нем. Потом как-нибудь переоденемся в какой-нибудь сет кота или что-то типа того. Эта погода вызывает у меня ностальгию. И мечи тоже. Боги,
Из того сета потом переоденем, наверное. Мы только что сквозь дверь прошли или что? Меня тоже угнетает Ладно. эта погода. Геральт и так умеет, значит. Снова ты здесь крутишься. А тут Привет, нормально. бродяга. Тут дверь нормально открывается. Я знаю, как спасти Лютика. Но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфурт. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально. Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но я не уверена. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен. Спасибо. Я ничего не понимала до тех пор, пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет петь? Нет. Он просто не говорил все время о себе. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лиз. Если актеры готовы помочь. Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирен и ее труппа очень ему обязаны. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. У нас была премьера, а Максим лежал в гардеробе пьяный, как пингвин. Так что я сразу подумала о Дуду. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить. Но Дуду и Ирен сразу пришлись друг другу по душе. И ему так понравилось в театре. Что он начал с вами выступать? Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщение для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой строф тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представления, которые знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование, а значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Да, все ясно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Молла. Прекрасный, но безжалостный разбойник и Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться. Ну все, ее уже не остановить. На помощь друга, ведьмака, который в свою очередь... Вдохновение готов на всё, чтобы нахлынуло, спасти и свою все, дочь. понеслась. Нет, возлюбленную. Как тебе? Хороший замысел. Ты думаешь? Лоренцо Молла, да.
Хотя нет. Подожди. Есть. Я знаю. Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь, Но... и все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Поветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое. Ну-ну. Ну, в конце концов, я лучше разбираюсь в театре. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Да я вообще молчу. Лютик тебе потом объяснит. Геральт вообще молчит, стоит, и все. 0 идей, 0 комментариев, 0 мыслей. Все решено зато уже. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня 2 мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Заменник спасенный или триумф ведьмака. Это лучше объясняет, в чем дело. Есть только одна проблема. В истории о Поветте и заколдованном еже нет доплеров. Не страшно. Заменим ежа на Доплера, и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Лучше драма. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу. Сядь Читай где-нибудь или в там углу. подумай, ладно? Понял, Геральт? Иди в угол. Хорошо. Иди погуляй. Сиди, подумай. Эй, Геральт, какая Потупи. рифма к слову «ведьмака»? А карака? Молчи дальше. Вот это отношение. Вот это коллега тоже. О, все. Все. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но Уснул. времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где Гениально. ее искать? Ее труппа выступает в переулке мясников. Потом присоединяйся к нам. Бывай. Бывай. Гениально, блин. Геральт, Понятно. До свидания. Все придумала, все написала, а настолько увлеклась, что главную цель-то и профукала. Вот это искусство, вот это... Это же надо так увлектись. Увлектись, есть такое слово? Увлечься, наверное. Здесь выступает труппа мадам Ирен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление-то пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет. Но билетик-то ты купить можешь? Так как? Билетики? Один? Да, один. Держи. Только не мозолим глаза. На этих репетициях актеры жутко стесняются. Почти получилось, Как но... говорится, бар должен быть певчий, Что а теперь-то ведьмак не так? ловчий.
Всё Сама не сходится? знаю. Просто надо больше огня. Больше огня. Больше Мадам экспрессии. мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезные. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов Вечного Огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. Ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса? И кто ее напишет? Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей и о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо. Вы знаете кого-нибудь подходящего? Может, поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. До свидания. Я вас еще обворую чуть-чуть. Одежу украду. Все украду. А вот и ты. А вот и я. Я уже ухожу. Спасибо. До свидания. Я случайно нажал. Нанять жонглеров из группы Кайры. Считается как дополнительно. Тогда начнем с этого. Это вот сюда. Прям рядом с домом Трис. Какое совпадение. Но Трис мы оставим чуть-чуть на потом. Видал, как дом охотников подкоптился? Дым-то, наверное, со скелеги было видать. Эй! И что же случилось Не с этим крутись целителем? тут. Я шел себе, ковылял по А мой ухер!
Того. Стражу позовите. У дома 3 стражники. Нехорошо. Клялся, что тут ее видел. Что здесь творится? Грязно в городе. Так мы вот прибираемся. Что морду кривишь, будто босиком в говно влез? Проваливай отсюда! Повежливей, пожалуйста. Повежливей? Радуйся, что в морду не получил, собака! Держи его. Сейчас я ему покажу, где его место. Ну, раз вы настаиваете. Окружай! Ой, свинью случайно убил. И не одну. Я случайно. Или это вообще не я, это они. Жаловаться не на что. Красивая мелодия, только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Я ищу Каэр. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Прости. Я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Нового бандюгу? Большое спасибо. Прости, ты грозно выглядишь, а у нас в последнее время одни неприятности. Ниса в последнее время вся на нервах. Да у нас у всех. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу мадам Ирен. Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жреце Хеммельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисе. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зевак, ломают инструменты. А последнее время постоянно караулят у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Они только угрожали? Пока да. Но это вопрос времени. Ниса слышала, как они говорили о поджоге. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отважу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко. С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. Правильно. Сразу в морду. Без каких-либо переговоров. Как пить Повтори, дать. что ты сказал. Я ничего не говорил. Мало того, что еретик, так еще и лжец. Что мы с ним сделаем? Отобьем ему Я почки. видел тебя в порту. Ну и в кошеле у Ты него, может, пожаром что у завалялось. охотников. Вот и Эй, вы. толстый, глянь-ка. Сдается мне, у него кошачьи глаза. Ну точно. Видать, мать его, коты на крыше драли. Ты чего потерял в городе Вечного Огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое. Это те гниды, что оскорбили иерарха Хеммельфарта. Бабником его обозвали. Да я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустятся, поэты недотраханные.
Я им эти флейты в жопу засуну, богохульникам. А уж тогда что не пернут, сразу новая мелодия. Оставьте музыкантов в покое. Да, оставим. В покое. Что за хрень? Черная магия. Колдун Блин, я так понимаю, у Геральта эта фигня работает только на одного человека, а сразу на толпу не работает. А жаль, очень жаль. И убежали. И правильно. Туда их. Дал ты им прикурить! Здорово! Раз, два! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое спасибо. Да что там. Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирен, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так, быстро собираемся и на улицу. До встречи. Замечательно. Полдела сделано. Хватит с меня. Конфеточку? Что ты сказал? Поцелуй меня вкусно. Не, это ты там мне конфеточку предлагал или что-то типа это. Так, дальше куда? Дальше в порт. Чёртовы охотники за колдунами. Не думал, что доживу до того дня, когда наши союзники пустят в город. Добрый был с тебя, вышел моряк на поводу. Так что ж вы Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел силой мериться или с Гавом? Ведьмак против бестии из Метины. Инстинкт убийцы против первобытного безумия. А вы действительно нильфгаарцы? Мы, сука, с Метины, не с Нильфгарда. Скорблены дикими псами на равнинах Магдира. Кровные братья с грязных арен Метины. Кто отважится выйти против дикарей с юга? Кто посмотрит в глаза бестия? Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не по адресу. Нам бы где подраться? Я хорошо заплачу. Заработаете больше, чем здесь. А Махач предвидится? Не исключено. Из достоверных источников знаю, что могут и кирпичи в ход пойти. Гал! Хочешь херачить кирпичником? Хочет! Уж я его знаю. Давай деньги. И не боись. Охранять мы придем. Все сделаем в лучшем виде. И с этим тоже разобрались. Теперь на пьесу. На великое шоу.
Нильфград. Столица... Доплеру место на костре! Вы уже тут? Гляди, Игал, масса. Это масса, только техника первее. Дверь налево. Бедный ревиц, честью богат. Как говорится, бард должен быть певчий. Хамье повсюду. Камью. Повсюду. А вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок – горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть труппы. Спасибо. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в труппе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Какой из меня актер? Не знаю, может, вы не заметили, но с экспрессией у меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Верно. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом, состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. При всем уважении к вашему опыту. Пусть играет Присцилла. Не обижайтесь, но большинство людей... Обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаю. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Кого вы видите в роли князя Доплера? Я выбираю между двумя кандидатами. Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно, работает безупречно, но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Возьмем этого Абеляра. Лучше солидный ремесленник, чем непредсказуемый талант. Ты прав. Вся затея и без Максима достаточно рискованная. Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Я роль еще Погодите, я еще не посмотрел сценарий. Сложно все это. Тот, кто знает наизусть весь бестиарий и помнит десятки алхимических рецептов, легко заучит пару рифмованных реплик. Удачи! Да дайте я хотя бы гляну на них. Так, я лучше это сфоткаю, а то мало ли там на время, а по-моему там как раз на время надо будет отвечать. Тут реплика не одна или две, тут их побольше, так что на всякий случай. Вот так вот. Все, я готов.
Вот и Как подготовка к выступлению? второй алибардщик плачет в шкафу. А так все идет как по маслу. Сам-то готов? Плачет в шкафу? От чего? Хорошо, начнем. Скорее бы все закончилось. Первый раз все так говорят, а потом со сцены не стащишь. Вот увидишь, тебе понравится. Золтан, что ты тут делаешь? Я слыхал от Присциллы, что вы собрались ставить пьесу, и ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в ритузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи! Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда, приглашаем на трогательную историю под названием «Заменник спасенный» или «Триумф Ведьмака» в ролях Ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран новиградской сцены Абелар Ризе. В роли княжны вы увидите прекрасную, очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса Присциллу. Да будет шоу. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Гнусный брак не расстроить мне без ведьмака. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову, ты у чудища злого. За нее королева на милость готова. Избавлять от чудовищ. Моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил. План удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как спицей. Да и гости другие с ним станут биться. А, только жаль мне дитя. Будет плакать девица, но княжнам за чудовищ идти не годится. Нас призвал сюда повод, достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он среди гостей и сейчас меня слышит. Любимая, долго скрывали мы наши пламенные чувства. Тайно виделись мы до петушьего пенья. Так довольно секретов. Вот тебе предложение. Будем вместе навеки. Прочь сердец изнурения. Я согласна, любимый.
Согласна! Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им, или счастье их древним омрачится проклятием. Измена! Не вина, а воды с серебром мне подали. О, мерзким я существом вам понравлюсь едва ли. Люди! Он не князь! Это Доплер принял его облик! Вот так пара! Княжна и полиморфная особь! Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет? Я люблю его страстно. Прочь клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Люди, помните, делает монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или Доплер, неважно. Любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Эй вы, слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников в кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли, из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Он дело говорит? Что же вы, актеры, не знаете заповедей вечного огня? Богохульники! Научим их веру уважать! Эй, вы там! Сидите хлопать! Не то дождетесь звездюлей! Сейчас мы посмотрим, кому тут прилетит. Вставай, братья! Отоварим их во имя церкви! Помогите, мастер-ведьмак! Одним нам не справиться! Опять эти бандюганы. Геральт, можно тебя на минуточку? Сразу двоих отпарировал. А что, так можно? Ой, Золтан помогает. Махач! Все только радуются. Нет ничего лучше достойной забавы. Ну пойдем. Да уж, забавно. Он уже ждет за сценой. Геральт, дружище. Иду.
отправляешься Дуду, в путь или с нами останешься? мы так волновались. Безопаснее, когда Со ты мной поблизости. ничего не случилось. А второй меч Если у бы тебя не на Геральт, случай, если и вовсе плохо бы кончилось. Отчего с вами нет Лютика? Он пропал в то же самое время, что и ты. Наверное, только Геральт знает, что все это значит. Вместе мы Лютика точно найдем. Ты снова хочешь неприятностей? Тебе нельзя сейчас высовываться. Это слишком опасно. Пока они говорили, я тут как раз Дуду, прибрался. мы так волновались. Со мной ничего не случилось. Что, по второму кругу пошли? Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Почему ты не связался ни с Присциллой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но, наверное, я б ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался, каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цириллу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Превратись в нее. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так таращитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Нутром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Оксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Лютика держат на Храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным, и они начнут меня расспрашивать? Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу или, ну, я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо.
Никто не знает, что Менги нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Ты справишься. Все думают, что Менги исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам, и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менги с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи во враге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ле Шарель? Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз? Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в Шалфей и Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. А ты молодец. Ни единой ошибки. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла. Но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Каэр Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Хорошо сказано, Геральт. Просто лучше нельзя. Геральт. Так, ты ничего нового не скажешь, как всегда. Тогда я пошел. Хороший был концерт. Хуже быть не может. Чёртовы охотники за колдуньями. Хо-хо! Какой забия! Опыт, деньги. Еще деньги. Еще опыт. Еще больше опыта. Еще больше денег. А нельзя было сразу в одно сообщение все это объединить, чем по отдельности? 30, 50, еще 30, еще 30. Задание выполнено. Новое задание. Поэт в опале. Так, по-моему, это то самое последнее задание сюжетное в Новиграде. Насколько я помню. Тогда давайте перед этим все-таки стресс задание сделаем. Я думал оставлять ее прямо на самый конец, перед тем, как отправляться на Скельге или нет. Но все-таки оставлю вот это задание напоследок. По-моему, это последнее как раз в сюжетке Новиграда. Именно в сюжетке. Потом еще что-то дополнительное опять с Радовидом будет. И с Роше что-то там будет. Это уже как дополнительное вроде бы. Тем более с Трис тут, по-моему, может быть такой момент, что она сама может уехать и отправиться перед тем, как я до нее доберусь. Поэтому лучше не оставлять ее прям сильно на потом, а то будет конфуз. Я не помню, когда там именно это срабатывает, этот скрипт, что она сама уезжает. А сколько можно? Убил! Все видели! Они пришли за мной. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас убили? В чем дело? В чем дело? Зарезал охотника под нашей дверью и спрашивает, в чем дело, мутант гребаный. Тела можно спрятать. Вся улица видала, что случилось. Как придет стража, сразу нас выдадут. Успокойтесь. Мы втянули вас в историю, это правда. Но мы можем вас как-то отблагодарить. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем.
Идите отсюда! Сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да. Но они могли взять деньги и выдать меня охотникам. А они этого не сделали. По новиградским меркам, они на редкость порядочны. Прошу тебя, хотя бы не оправдывай их. Это могло бы стать началом интересной дискуссии о морали. Но у меня на нее нет времени. Сам видишь, что творится в городе. Мне кажется, это идеальный момент для дискуссии о морали. Начнем с обозначения границ альтруизма. Самое время забыть о своих собратьях. Спасай себя. А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта? Смог бы это сделать, чтобы спасти свою шкуру? Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Но я не могу их просто оставить. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. Боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. Бертольд и Аниса, кто это? Нет, я видишь? хотел нажать. До порта вы так просто не дойдете, на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Где убежище? Недалеко. В обрезках. А сейчас... Нельзя обращать на себя внимание. Патруль! Они не должны нас заметить. Да я сама скрытность. Стелс. Стелс. А башка-то как крутится. Это они, как я и говорил. Чародей этот ёбаный, его девка, тоже ведьма. Там что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделаем. Как же. Все так говорят. Эй, а моя... Меригольд. Обещали 2 костра, а будут 4. Да ну ё-моё. Чё, убили? Все-таки успели. Как так-то? Секунды не хватило.
Капец, чё при каждой загрузке FPS как будто подгружается несколько секунд. Ну давай. Ты посмотри за эти FPS, в дверь попасть Я и нельзя. говорил. Чародей этот ёбаный, его девка, тоже ведьма. Там что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделаем. Как же как? Жаль, слова тратить. И ведьма. Обещали 2 костра, а будут 4. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд. Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Я не могу гарантировать, что если вы пойдете с нами, все будет хорошо. Но если вы останетесь, то погибнете наверняка. Он прав. Мы где-нибудь спрячемся. Переждем. Дорогой, умоляю тебя. Заткнись. Я тебе говорил зимой, что надо отсюда уехать. Но нет, тебе было неудобно. Ну так вот тебе. Ты этого хотела. Пойдем. Сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Так, КПС не чинится, я понял. О, починился. Я хотел сказать, что не чинится, я понял, значит сейчас перезаходить будем. Игра, походу, услышала мои намерения. Мои мысли прочитала и починилась резко. Сколько вам за них дали? Господин, пощадите. Сколько вы получили? Меру зерна, бочку селедки? Оставьте его. Это я его подговорила, чтобы он в стражу пошел. В конце концов, их все равно бы нашли, а тогда бы и нас сожгли. Вам нет оправдания. Не убивайте. А такое говно медь жалко марать. Харбер! Харбер! Пойдем. Стой! Ты слышал? Ну и гонит меня. Там еще 2. Сядь их. Ты проверяла каналы под заморозкой? Нет, я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах. А теперь? Теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот Нет, ППС все равно, я смотрю. Не такие, как должны быть. Вроде и починилось на несколько секунд, а потом опять началось. Сейчас, значит, все равно перезайду. О, еще и ОБС начал выпендриваться. Все на кучу.
Так, вроде починился. Сейчас перезайдем. Сколько стрим идет уже? 3 часа 40 минут. Ого, как время летит. Ведьмаки с непривычки. Ты проверяла каналы под Зимородком? Нет, я не думала, что нам придется по ним идти. Да, теперь все окей. Еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах, а теперь... Теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня нет. Эти там бегут или где? Это бежит, а второй. А, вот он. Потерял. Не видно ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы... Холера. Они уже там. Или мы опоздали, она Я тебе этого хотела не сказать. Рассыпаться! Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали 2 человек. Холера. Да. Ценой его жизни. Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. «21 уровень». Сюда, Геральт. Если только выйду из этого живым, брошу чары к ебени матери. Нет, именно этого и ждут церковь и... Трис, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. К чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в Ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце.
почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. В таких масштабах только с недавних пор. А кроме того, хорошо иметь друзей в Ковере. Особенно при дворе короля Танкреда. Рис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в Ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно, с оружием в руках, а не на костре, моля о пощаде. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да, помощь риданского шпиона. Соглядатая Давида. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Рис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше ничего не говори. И иди вперед. Да. Уйди. Великая Оставь мать, меня в покое. избавь нас от зла. Избавь. Идиотка. А тебя какая муха укусила? Ты не понимаешь? Это из-за твоих богов нас хотят сжечь. Из-за религии. Нас хотят сжечь из ненависти и из страха. Вечный огонь только Ой, от прошу, кого-то. оставь. Ну, тогда молись дальше. Милитель тебе Уйди. поможет. А, да, добрый день. Удачи. Да. Да. Сейчас иду. Может, если мы сами пойдем к охотникам, Еще они 2 обойдутся секунды. с нами помягче. В лучшем случае они будут чуть-чуть меньше нас пытать. И то хорошо. Ты слышала про ложи Медведя? Это такая лавка с лебедкой, Да. которой... Я не хочу об этом слышать. Никто не хочет об этом слышать. Ух, чтоб меня. Так, а знакомые тут есть какие-то? Которых я спасал лично? Мастер-ведьмак? Знакомые. Ну-ну. О, это тот алхимик. Вигельбут, которого мы Мастер-ведьмак. спасали. Эти двое, понятно. Могу я тебе как-нибудь помочь? Этих не знаю. Милостивый Может, государь. если мы сами пойдем к охотникам, Тех они тоже. обойдутся с нами помягче. В лучшем случае они будут А, чуть-чуть да, меньше нас пытать. добрый день. Не, никого не вижу знакомых. Ты слышала про ложи Медведя? И никто не хочет говорить. Такая Тогда лавка пошли. с лебедкой, которой... Я не хочу об этом слышать. Никто не хочет об этом слышать. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Все, хватит! Да.
Так, нам туда налево, походу. Я сначала гляну, что тут справа. Или нет, или нам сюда. Тогда наоборот гляну, что тут. А тут тупик. Вот и хорошо. Библиотека? Смотри, стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варадзе. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Да. Сейчас я все соберу. Пока вроде ничего нового не нахожу, только уже прочитанные книги. А нет, вот что-то было. О, даже в глоссарии что-то появилось. Так, вроде все. Трис, я нашел выход. А нет, это кнопка. Да? Погоди. Слышишь? Что это? Крысы. Я же в... Холера! Как их много! Надо туда спуститься. Холера! Другой дороги нет. Крысы боятся огня, так? Ага. Только игни не хватит, чтобы... Предоставь это мне. О, сейчас будет жарко. Предоставляю это вам. Я тебе этого не прощу! Неудивительно, что здесь было столько крыс. Кто сбрасывает сюда все эти трупы? Мы под рынком. Рядом с резиденцией Карла Варадзе, Тесаке. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Опа. Получилось. Закрыто. Так, ты там идешь? Сколько же тут лута в этих канализациях, жесть. Скоро перегруз будет. Тело бледное, иссушенное. Так, а мне, наверное, не сюда. Мало ли, я сейчас на какой-то другой квест выйду случайно. Раны только в области шеи и горла.
Или сюда, судя по точке на карте. А тут тогда что? А тут тупик и утопцы. Закрыто. Следы от когтей, длинных и острых. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Это какой-то низший вампир. Не отходи далеко. Это Катака! Берегись, он ядовитый. Канал всегда столько интересного. Да, к счастью. К счастью? Это мой постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чайки! У нас получилось. Пойдем. Надо подготовить корабль, пока охотник... Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успел осмотреться? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А До Ковера доплывем? если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Я могу сыграть на скрипке. Или сбегать за цветами и шоколадкой. Ой, как смешно. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демонов! Живьем, брат демонов. Напоминает море. Это где-то я слышал эту фразу уже. Обломил я ему воистину по-графски. Дикстра, я не знаю, как Не тебя... время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того,
что у нас было. Останься со мной. Геральт, давай больше не будем. И, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Меригольд, пора отчаливать. Пожалуйста. У нас был шанс, но мы его не использовали. Я люблю тебя. Госпожа Меригольд, мы отдаем концы. Ну, брат, по крайней мере, ты попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Рассказать тебе? Я бы хотел, чтобы ты объяснил, какого хера ты так интересуешься моими отношениями с Трис? Если я скажу, что ты мне симпатичен, и что я хочу тебе добра, ты мне поверишь? Нет. И правильно. Ты просто должен держаться подальше от политики. Я это знаю, ты это знаешь. Что важно, Трис тоже. Но твоя вторая возлюбленная — нет. Она снюхалась с Нильфгардом, а ты, как всегда, пойдешь за ней. И, может быть, тогда мы окажемся по разные стороны баррикады. Мне бы этого очень не хотелось. Впрочем, до этого еще далеко. Поговорим о ближайшем будущем. Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьезно. Повернись. Трис, я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Спасибо тебе. Большое спасибо. Дикстра, не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже нет. Пойдем отсюда. Пошел вон. Куда-нибудь, откуда видно корабли. Веди. Теперь-то их не поймают? Нет. Можешь выдохнуть, правда? Ты прав. Просто я никак не могу поверить, что все уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Ты можешь обещать, что перестанешь подставлять шею за других? Нет. Рис, в Новиграде не осталось ни одного чародея. Но есть ты. Я сумею себя защитить. От Кикиморы, Грифона, Бруксы. Но не от дикой охоты. Тебе и Цири еще понадобится моя помощь. И я буду с вами. Ты так себе это представляла? Нет. Я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе? Говорят, ковер красив в это время года. Но все-таки я выбираю тебя. Неудивительно. Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы еще отправимся туда, когда все кончится? Не знаю. Ковер — это же край мира. Может, ты и прав. Тогда как ты видишь наше будущее? Я стану магистром Ордена Пылающей Розы, а ты — верховной жрицей Мелители. Мы будем жить долго и счастливо, окруженные кучей детишек.
О нет, ты так просто не отделаешься. Я серьезно спрашиваю, какими ты видишь нас, скажем, через 5 лет? Не знаю. Правда, понятия не имею. Ты снова хочешь отвертеться? Это некрасиво. Нет, просто вместо того, чтобы думать о будущем, я хочу жить настоящим, как сейчас. Знаешь, мне ужасно не хватало такого Геральта. Это какого? Геральта, который не боится открыться передо мной. Сказать, что он на самом деле хочет, что чувствует. Раз речь зашла о том, чего я хочу, то есть одно. Я знаю. Смотри, они посылают нам сигнал. Х. Л. А. К. Б. Р. Хлагбар. Никакого смысла. Это кот. А ты чего ждал? Спасибо, Геральт, за это и за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И что теперь? Боюсь, они жили долго и счастливо, и еще слишком рано. Будет еще время и для долго и счастливо. Да, за 7 горами, за 7 лесами. Мы живем в жестоком мире, Геральт. Нам тяжело строить планы. Еще тяжелее в них верить. Даже если очень хочется. Минуту назад у тебя было совсем другое настроение. Огонек погас. Не беспокойся обо мне, Геральт. И умоляю, береги себя. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Я тоже. Одеколон, пот и конская мазь для больных суставов. Дикстра. Ох уж это ведьмачье чутье. Ничего от вас не скроешь. Да, и от тебя тоже. Ты когда-нибудь от меня отцепишься? Когда-нибудь. Когда ты станешь мне не нужен. Тебе не кажется, что сейчас не самый подходящий момент? Мы с Трис только... Перестань, Геральт. Ведьмаки совершенно бесчувственные существа. А у меня к тебе срочное дело. Какое? Как ты думаешь,
Сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Гулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннифер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Реданией правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля – это тебе не заказ на Накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Жесть, сколько всего опять на нас накинули. Только с одним разобрались. На тебе еще. Такие, как ты, только болезни разносят. Слава королю Родовиду!
Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд выслали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить Лютика. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да при даме не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста. Я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт? Опа! Да неужели? Я думал, сегодня целый стрим без гвинта будем. Сколько? 4 часа и ни разу сегодня гвинта не было. Как так-то? Мы в прошлый раз, видать, на стриме со всем Новиградом в гвинт переиграли, уже никого не осталось. Со всеми торговцами, со всеми заданиями, и вообще все переиграли. В следующий раз только, видать, на скеллиге противники новые появятся. Ну, хоть раз за сегодня сыграем. Да, сыграем. Хотя бы разок. А что, так можно прям с самого начала? А я могу вот так вот. Ха-ха! Красота! Чё он сейчас сделал? Сам себе хуже. Вот чё, раньше так не делал. Искусственный интеллект такой искусственный. Это была плохая идея. Ты сама предложила сыграть? Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь.
Спасите! Лютик, зараза. Геральт, езжай за ним! Этих оставь нам! Зараза, я его потерял. Придется поискать следы. Поехали туда. Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Весь покрыт инеем. Холод, должно быть, и убил пчел. Так, это, кажется, не касается этого квеста. Это что-то из другого квеста уже, этот улей, походу. Какой-то смятый листок. Но вспомнишь жестокое сердце, что словом холодным отказа разбило. Да, он ведь будет переживать, когда узнает, что потерял это словоблудие. Что, его поднять можно было? Нет. Не хочет Геральт вернуть ему это словоблудие, как он выразился. Следы копыт. Проклятие! Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой визг и вопли. Ведьмак, ровен шаг твой и грозен твой взгляд. И над тобою я был бы не рад. Как дела, братец? Придет и весна, дождем зальет дороги, и солнечным теплом сердца Срала бабка, согреет. срала, травку принимала. Что? Ты. Ты. Да, мастер? Эх, и пели тут, и стихи говорили. Уже все перестали. Знакомый запах. Да, ночи Бакалера. Лютик всегда льет на себя духи ведрами. С такого следа не собьешься.
делать? Отрубить ему ноги по колено? Я даже не знаю, чего. Конь пал, они не могли уйти далеко. Если Пиндоль снова нажрался и растрепал кому-нибудь про мастерскую... С кем же, интересно, он нажрал? С охотниками на колдуней? Даже Пиндоль не такой тупой. А, кстати, откуда взялось это прозвище? В смысле, почему Пиндоль-то? Думаешь, конфискует картины? Ай, всех все равно не найдут. О, а это еще кто? Эй, ты! Что тут творится? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть... Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. Да? Сюда не пускают, а я-то думал, может еще и у вас что-то украсть. Опа. Я же говорил, я найду. Я всегда что-то найду. А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цыпленок. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота. Этот, как всегда, лапшу вешает на уши. Леттенхоф? Виконт. Ну зовут-то тебя Лютиком. Это для секретности. Не буду же я... Ты принял очень мудрое решение. Блин. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо. Я что-то слышал. Что? Нет, нет, только не кляп. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А ну, Геральт, ну ё-моё. Ну, сгинь! Еще можно сдаться. Айн момент, Лютик, айн момент. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присцилла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш.
мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но Геральт... Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Никто другой просто не пришел на ум. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. Значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься? Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Не наше это дело. Все ворота закрыты. Нам надо бежать. Бери коня. Целься. Еще. Еще. За ними! Стража! Стража! Лютик! Цири? Цири! Зараза! Арестовать! Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. Так у тебя только песни на уме? Твой эгоизм с возрастом только разрастается. Это ты о чем? От Цири. А почему я вообще должен за нее беспокоиться? Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом?
Ты забрал ее ублюдка? О, вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить. А я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльфски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафайль эляйне кайдмиль фолье, гладив дорне айптенайт, бундроитне ияхус». Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр-Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая. Но она еще упряма и молчалива. Как ты. Точно. Она снова ускользнула, а я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что? Скеллиге? Скеллиге. Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Гера, А что ему? Так, а вам чего? Мы того, спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного, у нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Все? Это все такое мини-задание? Которое даже не задание, а просто диалог малюсенький прям. Крохотный. Когда закончишь следующую партию? Это хорошо. Не торопи художника. Художника? Ты им просто брови дорисовываешь. Брови требуют руки мастера, ибо говорят о характере. Именно по ним узнают оригинал.
Эгегей, приветик! Добрый день! Приветик. Да? Золтан, чё стоит? Геральт, дружище! Говорить все равно не хочет. Ладно. По сюжетке, да, по сюжетке нам осталось только на Скеллиге. Все, с Лютиком разобрались мы тут. Ой, а тут кабаре, смертельный заговор. Всякие заговоры, видите ли. Не знаю, делать ли это еще. Еще сейчас, или оставить на следующий раз, или вообще после Скеллиги. После отправления на Скеллиги это все сделать. Хотя там может тоже какой-то момент временный будет, где надо именно сейчас сделать, а то потом, когда я отправлюсь на Скеллиги, уже что-то там нельзя будет сделать. Я всегда боюсь этого периода. Я знаю, что он точно есть, а когда именно он там появляется, в какие времена квестов, не помню вообще. Так, во-первых, что я тут вообще наискал? Нашел всяких мечей и прочего. Это неинтересно. Это неинтересно. Тут ничего особенного. Всякий хлам. Целые горы еды. Картина, которую можно продать, я знаю. Одному торговцу книгами вроде бы. Давайте сейчас к нему исходим, наверное, еще. А то я забуду потом по-любому об этой картине. Всадники из Думай, что делаешь. Ты верно? Не тебе, значит тебе какая-то другая картина, что ли? Покажи мне. Так, еще карты. Больше карт. А, ему можно продать картину с аукциона, с DLC. Все, я вспомнил. Какую ему картину можно продать. А эту можно просто повесить, по-моему, в пассифлоре. Бывай. Будь здоров. Не, мое. Самолюбы. Оверский тис чистый. Чем
У меня... Их облигации. Исключение подтверждает. Случились... Ничего она не колдовала. Даю слово. Слово эльфа стоит меньше, чем людское говно. Если твоя дочь магии не признает, так на что ей зелье, а? Это же ромашка и зверобой. Она их заваривала от боли в животе. А, значит, эликсиры все-таки варила. Друве, записывай. Отец подтверждает. Какие эликсиры? Вы с ума сошли? Заткни, Хайло, гнида, а то вместе на костер пойдете. Отлично. Ищешь кого-нибудь, незнакомец? Надо было в лесу оставаться, в отряде. Там хоть умереть можно Хватит достойно. меня. В городе, говорят, какой-то убийца. Ну-ну. Впрочем, ты не боишься. Вечный огонь нас хранит. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, 2 сломанных колена значит гораздо больше 1000 слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет, я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком-младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияния, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В Махакамской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали и с подтекающей лампой. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну ты как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингилии Виго из Энгрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже без толку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. И я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед. Где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены.
И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Золтан, Да! ты уже долго сидишь в Новиграде. Может, ты мне скажешь, почему ни Родовид, ни Вар Эмрейс еще не заняли города? Замечательный вопрос. Сейчас все тебе объясню. Война требует средств. А Новиград — это большой порт, могучий флот и полная казна. В сущности, это лакомый кусочек и для Редании, и для Нильфгарда. Как я понимаю, стены города высоки, а арсеналы полны оружия. Ты мало что понимаешь. Это правда, что осада была бы долгой и изматывающей. Но дело в том, что все, что есть ценного в Новиграде, может исчезнуть как сон по мановению руки. Большая четверка дала понять, что если что начнется, то флот может тут же загореться. А штурм города вызовет беспорядки, во время которых дело дойдет до грабежей, в том числе церковного имущества. В общем, кто хочет получить богатство и флот Новиграда, тот должен договариваться с преступным миром. Что ты можешь рассказать о новиградском преступном мире? Новиградом заправляет большая четверка. Сигеровен, король нищих, Тесак и ублюдок-младший. Слушай, как там называется такой триумвират, в котором четверо? Да хер его знает. Ну и, в общем, их четверо. Они поделили сферы влияния, и ничего Уже в трое, городе без уже их как раз согласия триумвират. не делается. Ходят слухи, что в последнее время ублюдок повздорил с остальными. Но больше я ничего об этом не знаю. Насчет карт. Они у тебя? Еще нет. Ну так в чем дело? Да ты по мне соскучился? Не время языком чесать. Надо раздобыть карты. Крутой диалог я услышал. Это ты про который. Все обязательно должно быть. Черные? Рядания? Дешевые девки, разбавленное вино. Это наследство. Не я его выбирал. Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Знаю. Поэтому я и думаю... Вечно ты думаешь. Скажи, когда что-нибудь наконец решишь. И я дала бы я тебе скидку У меня за эти нет твои сил, геройские Геральт. подвиги. Может, хоть Но ты мама его урезонишь. Сам понимаешь. Триумвират, в котором 4. А, ты еще до этого столько всякого Чёрт? смешного не видел. Рядания? В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и брынчала. Ты представляешь? Назвала меня брынчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? Почему тебе вдруг вздумалось открыть кабаре? Да я годами об этом мечтал. С того самого дня, когда мы были в кабаре в Оксенфурте. Помнишь? Там еще танцовщица висела на люстре. И когда она уже была вверх ногами, то позвала тебя и... Помню. Ну вот. А тут будет еще лучше. Я обещаю. Ну, то есть, конечно, если мне удастся достать средства на ремонт. Сколько еще стримить будешь? Минут 5-10. Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из Зерикани. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся.
Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело, а то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представления. У меня уже есть такой. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч у мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома схоластики. Больше пью? Так у меня уже был такой меч, алло. Так вот он, ну. Зачем мне еще один? Я тебе скидку за это Если не будет меча от мадам Ирен, мой план полетит ко всем чертям. Или прямо у мадам Ирен особенный бутафорский меч. Вот у нас не такой, а у нее прям такой. Что? Это я-то не умею? Для этого тоже Что? талант. Это я не умею? Мрррр. Сейчас будет женский мордобой. У меня уже, наверное, столько еды, то уже можно будет ее распродать как-нибудь. Не стрима, например. Нос маловат. Это он про картину. Тогда еда подождет. Ну да, вот я с Лютиком только договорил, и не знаю, еще с кем-то говорить, или тут уже нет с кем говорить. Материалистка. Хотя Дуду, по-моему, где-то тут был. Только что же вот тут стоял, алло. Куда он уже ушел? О. Что с тобой? Решил прилечь? Как дела, Дуду? Ну, как? Кое-как. Бывало в жизни и получше, но жаловаться не приходится. По крайней мере, я до сих пор не на костре. У тебя все это время было 10 плюс зрителей на ютубе? Да. Уже давно еще, когда Азель был на стриме. Там было и 20 я видел в моменте, и сейчас все это время около 15 или 10, ниже 10 так и не падало. Не знаю. Хоть кто-то из этих 10 реально есть или нет, но стабильно висит это число приблизительно. Ты не думал о том, чтобы уехать из Новиграда? Из огня да в полыми. Здесь хоть войны нет. До голода тоже еще далеко, хотя живется все тяжелее. Тебе же не обязательно изображать человека. Я столько воплощений перепробовал. И все равно в людском теле интереснее всего. Это ж вы, господа этого мира. Есть люди! Люди есть, господи! Хоть кто-то из этих 12-13 людей реальные зрители, а не боты. А то как я должен еще думать, если куча народу, но никто вообще ни одного слова вообще за все это время не пишет. Я думаю, реально боты сидят, ну ей-богу. Где это видно, чтобы столько народу было, и все как хором, все молчат. Ну, боты, ну а что я еще должен думать? Вот теперь хотя бы Алексей есть, вот уже хоть кто-то, я буду знать, что есть. А с них же часы должно считать? Ну, смотря как они смотрят. Если не смотрят так, как надо, как я там писал в
в сообществе. На полный экран, в открытую, не на фоне, не свернутые, не где-то там в другом окне, а прям полноценно в открытую смотрит стрим или просто там открыт он на экране, неважно, есть ли они там за столом или нет, но главное, что открыт на весь экран там и включен полноценно, то должно считать да, по идее. Я надеюсь. Ты отлично вжился в образ Менге. Даже не напоминай мне об этом. Отвратительно. Менге был не таким уж гнусным. Ты не понимаешь. Доплер принимает не только внешний вид объекта, в который воплощается. Я узнал, что у этой скотины было в голове. Через час мне уже хотелось переломать пальцы какой-нибудь чародейки. Через 2 я поймал себя на мысли, как бы посадить кого-нибудь на кол. А потом я начал бояться заговора доплеров. Просто интересно наблюдать. Недавно прошел полностью. Вот сижу, наслаждаюсь атмосферой Ведьмака. Понимаю. Ведьмак это да. Тут атмосфера очень многое значит. Еще как понимаю. Но я вот хотя бы мог бы знать, что хоть кто-то есть, что мне теперь надо говорить что-то там, например, чтобы стрим хоть как-то шел, а не просто игра есть, и я молчу полноценно. Хотя, не знаю, может вам наоборот так надо. И так только лучше, что вот я молчу, а полноценно в атмосферу окунуться. Сколько ты так... Сколько ты так смотрел его? Кто? Что? Да нет, с комментариями кайфово. Ну вот если бы я знал, чтобы просто там... Неважно, я знаю, что есть многие люди, которым, не знаю, неприятно общаться, не хотят общаться там в чате. Им просто вот лучше молча сидеть на фоне, там слушать или смотреть, которые не любят там толком общаться. Но вот просто там, допустим, просто привет написать и одно сообщение, чтобы... Я понял, что реальные люди, не боты, а реальные люди есть в чате, и все, я могу там комментировать что-то так как-то стриме и уже буду не молчать. А то, когда я вижу, что люди вроде есть, но людей на самом деле в чате нет, и я думаю, что это боты, ну и зачем мне самому с собой разговаривать, поэтому я и молчу в основном. Вот, а потом некоторые, я знаю, возмущаются, что «Чё ты молчишь, что как так-то надо, чтобы стример что-то комментировал постоянно». Вот если я знаю, что кто-то есть на стриме, то я всегда комментирую, стараюсь, по крайней мере. Если вижу, что давным-давно тишина и думаю, что это боты, то что, я сам с собой буду разговаривать. Потом кто-то еще и тоже бубнит. Что ты сам с собой разговариваешь? И не угодишь вот некоторым вообще. А, ты Алексею, понятно. Вот часа 2, пока работаю, включил на фоне. Ага. Ну, по идее, все должно быть засчитано, если прям полноценно включено. Если он там не включал его где-то на фон, в плане, имею в виду, где-то не сворачивал там в оконный режим, там, или в целом браузер не сворачивал, а только там звук оставил. Если прям полноценно на весь экран открыт стрим, там чат включен или нет, неважно, но если прям стрим, то часы должны засчитываться. Все должно быть окей. Расскажи, как вышло, что процветающий купец Бибервельд стал бедняком? Я могу рассказывать об этом долго или коротко. Лучше покороче. Эй! Война. Отдай мне выбор, Геральт. Я думал, купцы на войнах богатеют. Я хотел выбрать подольше. Мой большой недостаток — честность. Я не богател на чужой Геральт не беде. дал выбора. Платил налоги. Не обманывал. А потом один корабль с моими товарами пошел ко дну. Я кое-как свел концы с концами, и тогда пираты со Скеллиги напали на второй. Но тут и я пошел ко дну. А когда пришла инфляция, процентные ставки поднялись, а я уже нет. Береги себя. Эти болваны меня в жизни не выследят.
Да не сворачивал, полноценно наблюдаю. Ну, все, тогда можно считать, твои часы в нашу копилочку добавились. Это уже очень хорошо, очень приятно. И очень благодарен я за это. У меня нет сил, Геральт. Чем-то воняет. Может, хоть ты? Так, а теперь, раз уж оказывается, что на стриме хоть кто-то есть, я уже даже не знаю, заканчивать теперь или нет. Вот я думал, что реально никого толком нет, и это боты, то я бы сейчас уже закруглялся. Прямо сейчас, вот, в эту минуту. Как уже со всеми поговорил тут в пассифлоре. А теперь даже не знаю. Может еще что-то сделать. Или как вы считаете? Так, из сюжетки мы уже все сделали. Осталось только на скеллиге ехать. Из побочек вот есть разве что вот это связанное с убийством Родовида, раз задание, потом с картами Золтана 2 задания и с Лютиком Кабаре связанное 3 задание. Вот 3 задания есть дополнительных. Это именно с дополнительного, что доступно. А еще контракты в теории можно прям что-то выбрать, найти, в принципе. Так, а картину можно повесить сейчас или надо ждать, пока Лютик ремонт сделает? Черный? Рядание? Походу, надо ремонт ждать. Лишь бы дала бы я тебе. Так, я хотел еще в тайник заглянуть точно. Тогда сейчас в тайник как раз картину пока положу. Раз. Дальше вот эти трофеи положу 2. Так, хотел глянуть, что мне скрафчено. Да, у меня только школа Грифона скрафчена. Школы кота нет. Значит, надо идти крафтить школу кота. Так, это продам. Больше класть, наверное, ничего не буду. Твои геройские подвиги. Если не будет меча от мадам Ирен, мой план полетит ко всем чертям. Да. Сходишь за ним? Схожу. Ты первый раз проходишь? Не, я уже в целом прохожу фиг знает который раз. Наверное, 6-й или 5-й. А для канала первый раз. Но так как для канала, плюс, чтобы мне не было прям слишком уже скучно и слишком 100-й раз одно и то же видеть, я в этот раз решил заморочиться и играю с модами. Моды на всякий там новый контент, вырезанный в оригинале, на мод на гвинт улучшенный, мод на всякие внешние штуки. Поэтому теперь хотя бы чуть-чуть интереснее мне лично стало. Из Вербицы. Говорят, Это в Тимее. какие-то ведьмаки. Плюс для канала. Не крутись тут. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. И что же Может случилось с еще этим кто-то, целителем? кроме Алексея, есть на стриме, кто желает показать себя? Или Алексей один такой смелый? Должен ли? Я прям должен выпрашивать зрителей, чтобы они мне что-то написали в чат. С ума сойти. Ну, Игорь понятно. Игорь, с тобой все понятно. Я на ютубе имею в виду. Ты, кстати, можешь уже идти за едой, раз ты говорил, что еда пока подождет. Походу стрим пока еще чуть-чуть будет идти. Не знаю, прям долго или нет, но еще какое-то время. Прикольно, а я на плойке проходил. И не знаю даже, есть ли возможность на плойку моду ставить. По-моему, нет. По-моему, нет. А то был у меня один зритель на прошлых стримах по Ведьмаку, и который прям там жаловался, что эх, поскорее бы на плойку завезли поддержку модов, а то тоже там он очень сильно хотел с модами поиграть на плойке. Так что, судя по его разговорам, что поскорее бы добавили моды на плойку, то значит, что сейчас нет пока что поддержки, но, наверное, должна быть скоро. Может, когда выйдет DLC, не знаю, может, раньше. Рада тебя видеть.
Вы хорошо знаете Дуду? Да. Впрочем, он почти ничего о себе не рассказывал. Он же когда-то был купцом? Да, у Дуду всегда был нюх на выгодные сделки. Но, похоже, он оказался слишком честным, чтобы работать в Новиграде. Именно так. Я всегда ему говорила, как бы он ни менял облик, он всегда остается добрым и порядочным. Наверное, именно поэтому ему так плохо давались роли кровавых тиранов и тайных убийц. Зато он был отличным доверенным слугой или призраком старого короля. У меня просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Прошу. Боже упаси, как я Благодарю. смею. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Да как я смею. Бутафорский меч. Ну точно такой же, как у меня. Ну, теперь 2. Вот именно для задания, видать, надо было, чтобы я к ней пришел, с ней поговорил. Зато вот про Дуду расспросил. Что еще уйти можно? От пиратов со скрытия. Мандибулы. Ну и грозный у тебя вид. Дювельшайс. Кстати, тут же в таверне трактирщика убили. Интересно, тут теперь другой трактирщик? Не буду, я, пожалуй, Да, другой. Прошу. И с ним можно тоже в гвинт сыграть. О как. Что у тебя там? Значит, сегодня не 1 гвинт у нас будет, а 2. Впечатляет. Так, насчет еды. Еду можно уже реально продавать, а то мы уже ее столько насобирали, что мне до конца игры хватит по-любому. Особенно всякие вот пивасы можно продать по-любому. Сырое мясо. Всякое такое легкое, сомнительное. Офигеть, тут есть малина. Клубнику я еще видел. Во. Клубника, малина есть. Вот это тут разновидность вкусняшек для Геральта. Так, 2-й гвинт за сегодня. Представляете? За целый стрим всего 2 гвинта. Не желаешь сыграть в гвинт? Кошмар. После перерыва почти месяц от Ведьмака так мало гвинта. Я недоволен. Мне надо больше гвинта. Ой, не то поменял. Эх. Понятно. Что-то какая-то очень плохая рука. Очень плохая рука. Да, я смотрю, мы оба пошли ва-банк.
Так, лидер, что мне там делает? Дальнего боя. Бэмс. А морда-то у тебя перекосила, будто ты вместо самогона уксус добавил. Пугач. Химера Саволы. Что-то новенькое. Тьма! Что за тьма? Вижу тьму! О, наконец-то! Послушай, план такой. Схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, Гениальный. что... Гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы Схоластик тебя случайно не узнала. Но... Нет времени объяснять. О, Схоластика идет. Действуем по плану. Утром встретимся в Шалфее. Так, секунду. Мне показалось или... Да, я видел на экране, что высветилось сообщение от Игоря на Твиче. Я взял еду. Во, а почему-то мне в общем чате это сообщение не пришло от рестримбота. Что за дела? Ну-ка, Игорь, напиши еще что-то. Он что, поломался внезапно? А, не. О, и еда пришла. Только, видать, с какой-то сильной задержкой. Видать, что-то чуть-чуть поломалось, но уже починилось. Не знаю. Странно это было. Так, что у меня с захватом произошло? Алло. Где мой полный экран? У меня экран свернулся чуть-чуть. Так, починилось. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Дрожи! Отраковица? Ты во власти принца воров. Не так быстро! Рука-лицо. Брось меч, мерзавец! Это твой единственный и последний шанс. Лютик? Они маску не перекрасили в его новый костюм. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Это маска под прошлый костюм. Нет, только не Пурпурный Мститель. О, нет. Молчи, каналья! Или пожалеешь, что родился на свет. Защищайся! Ай. Ай. Лучше, чем я думал. Да я вообще стою. Что-то мне кажется, у него не бутафорский меч, а вполне реальный. Давай, Лютик! То есть Пурпурный Мститель! Давай, давай. Я не справляюсь, ты такой сильный. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай, как больно. Ай, поражение. Мститель снова торжествует! Мой герой! Ты лучше стоишь, чем он думал. Ты не ранен? Он меня задел. Очередной шрам в моей коллекции. Да я тебе... Как я тебя задел? Я тебя перевяжу. Дыхнул в твою сторону. Отсюда, мерзкий бандюга! Или Пурпурный Мститель пересчитает тебе кости! Я его еще задел, слышишь?
встретиться с Шалпей в этом. Так, а еще надо помедитировать, чуть-чуть восстановить килки. Служу вечному огню! Служи, служи. Хватит с меня. А ты чего? Опять у тебя перекур? Да я только на одну трубочку выскочил. Видеть не А могу там эти внутри рожи. все ругаются. Теперь, кажется, с цветом не могут решить. Не знаю я, сука, чего там решать. Цвет бывает или хороший, или дряной. Вот и вся философия. Фу, подстучи по дереву. Это какая-то ошибка. Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. Только вы, госпожа начальница, будьте так добры. Да уж, выбрать рвется. декор, и мы По ним начнем видно. уже наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. Кажется, уже есть из чего. Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже, наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. А из чего выбирать? Мастер Лютик говорил, что думает между стилем будуара и театральными декорациями. Но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать. Хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Покрыть не для меня. Для тебя? Решайте уж наконец, а то меня сейчас кондрать и хватит. Не знаю, что больше Что ты понравится такой нервный? Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. В смысле, Лютику, это же для тебя, значит тебе должно нравиться. Может, мы и знакомы дольше, но ради меня он ни разу даже носков не переодел. Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт. На самом деле он делает все это для тебя. Значит, тебе и решать. Будуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным, но в то же время с острыми коготками. Именно таким и должно быть кабаре. Вот и ладненько. Наконец-то! Ребята, кончай перекур, за работу! Вперед. Да, вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может, теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрелище. Вопреки тому, что о нем говорят, у Лютика очень рациональный подход к жизни. Мы говорим об одном и том же Лютике? Он же за одну ночь может просадить состояние в половину Новиграда. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает, ни разу не завалил ни одного выступления. Хорошо бы, чтобы вашей премьеру он тоже не завалил, а то его все еще нет. Он говорил, что раздобудет денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не пришла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. С ним все возможно. Скажу его, поищу. Ну, конечно, вляпался. Это само собой. Ну, это же естественно. Это же Лютик. Как этот чародел взорвался, так всю улицу кишками украсть снова. Пожалуйста, ты баран ты. Слышь, Люди, ошибка жалеть. Страдаю от бедности. Дидам, дидам. Вот так. Геральт, мой сладкий, кажись. Все в порядке. А вот и он. Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии, а этот баран не позволяет ей на меня работать.
Погоди, а что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в Шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня? Это так мило. Для нее, в отличие от тебя, не слишком, так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле. И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею. Отойди, я выбью дверь. Погоди, может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ. Откуда ты знаешь, где у нее запасной ключ? Но мы ведь не вчера начали вместе работать. Еще до того, как Поле сошлась с Хуби. Ты частенько ее навещал? Я торчал здесь, когда Присцилла репетировала с Поле в Шалфее и Розмарине. Девушки работали над танцевальными номерами, а я сочинял музыку. То есть, Полли — это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь и работу. Если речь не идет о Присцилле. Присцилла, как ты мне только что сообщил, волнуется. Так что хватит болтать и давай искать ключ. Ладно, давай искать. Тут его нет. Так, давай только не проваливаться Где он там? в дверь. Тут его нет. Тут его нет. А вот тут. А вот тут он есть. Тут его нет, а тут он есть. Какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста. Но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засунься в жопу свои объяснения, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу. Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. Хуби, верно? Поле много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый. Но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попой по борделям. Убирайтесь отсюда оба! Поле никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить, речь вообще не про бордель. Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит. То, что лежит на столе, это старый плакат. Старый? Очень. Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутация не позволяет. Так что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка, и я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом, а это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги? И слава, и никакого виляния попой. Вот тебе мое слово. Ну, раз так... Я знала, что ты согласишься. Ой, как все просто. Решено? Деньги. До встречи в Шалфее, Полли. Деньги и все. Почему ему до этого никто не сказал? Я не знаю, о чем там... О чем они там ругались. И все это время об этом так и не сказали. Фух. Я думал, что будет хуже. Неплохо ты все устроил. Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел. Самое важное в переговорах — быстро найти чувствительное место оппонента
и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Кто такой Латрек? А ты о нем не слышал? Генрих Латрек, известный художник-портретист. Ты заказал рекламные плакаты у портретиста? Это мой старый знакомый. Ему как раз были нужны деньги. Я решил, что для нашего первого представления плакаты не помешают. Зрительный зал сам собой не наполнится. Или можно было сказать что-то очевидное. Мне кажется, тут просто Геральт как своим авторитетом задавил просто, и все тут сложилось таким вот образом. Все прошло хорошо и легко. Без него тут все могло быть не так легко. А Геральт сразу все порешил. Просто своим присутствием. Даже говорить ничего не надо. Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в Шалфей, а то Присцилла намылит мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Ах. Гоняют Геральта туда-сюда. Хватит с меня. Ладно, быстрее так добежать. У сарая петухи жалоб. Говорят, денег Мой папочка очень любит рядами. В пояснице стреляет. Третью часть груза забрали. Слыханное ли дело такие налоги? Не понос, как золотуха. Так. Я ищу некоего Латрека. Не ты один. Этот сучий низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Ты не будешь его грабить. Ха, вот тебя забыл спросить. А ну-ка дай ему, Фред. Ну, сколько мне еще ждать? Не, ну двое на одного нечестно. Так, идите-ка сюда на лестницу. Тут будет поудобнее. Никак вы, блядь, не научитесь. Не стоит. Приятно было познакомиться. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. А Латрек? Где он? Небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Ну, видишь, а мог бы сказать все сразу. Все просто.
Какая же гармония царит между наездником и скакуном? Ой, тут еще и отдельные свои скачки. Уже до небес. Но ведь ты из-за этого не остановишься. Это же те скачки. А их у меня нет в списке почему-то. Странно. Скоро у меня не останется другого выхода. Ну нет, мы не можем этого допустить. С кем мне тогда заключать пари? Послушай, сделаем так. Поспорим еще раз. Если ты выиграешь, я заплачу твои долги, и мы продолжим играть дальше. Ну, что скажешь? А если я проиграю? Чего беспокоиться раньше времени? Ну, я пойду делать ставки. Ах ты мерзавец. Ты Латрек? Генрих Латрек. Художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. А, да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. Кажется, одного из них я даже встретил. Ну вот, видишь? А вдобавок граф де Лувертен дал мне шанс отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги. Не у каждого хватит денег на такой благородный жест. А у де Лувертена-то хватит. Это младший сын герцога Сальма, а его семья торгует драгоценными каменьями. Одним долгом больше, одним меньше. Для него разницы нет. Ты чего-то огорчаешься? У тебя есть шанс одной ставкой расплатиться со всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение де Лувертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Я могу выплатить твой долг без всяких дополнительных обязательств. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатами? Я принесу Хороший трофей Геральт. розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи. Какой хороший, благородный Геральт. Временами делает что-то хорошее. Приветствую. Приветствую. Ты пришел как зритель или как участник? Ой, давно не виделись. Я еще не решил. Поговори с распорядителем скачек, если вдруг решишь проехаться. Он стоит вон там, на возвышении. У меня такое впечатление, что ты неплохой наездник, хоть и не такой хороший, как Люк. А я б хотела, чтобы кто-то наконец утер нос этому зазнайке. Интересно, а я смогу поучаствовать? Если хватит денег на вступительный взнос, и есть собственная скаковая лошадь, почему бы и нет. Только решай быстрее, сейчас начнется. Расскажи мне о ваших скачках. Их начали устраивать согласно последней воле Разма Вегельбуда. Он сколотил состояние на азартных играх и всегда этим гордился. А семье не мешает ипподром перед домом? Боюсь, исполнение воли господина Эразма было условием получения наследства. Каковы правила скачек? Они столь же просты, сколь прост был сам господин Эразм. Двое всадников стартуют одновременно и совершают один круг по ипподрому. Все как всегда, понятно. Погнали. Я хочу участвовать в скачках. Бесподобно. Твой титул и имя твоего скакуна? Титул. Геральт из Ривии на плотве. Восхитительно. Твоим соперником будет, дай-ка я посмотрю. Шеймус Хольд, верхом на Атосе. Наездники в седлах! Считаю до 1, 2, 3, старт! Вперед, плотва!
Ой, какие красивые деревья были. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда. Ой, а я поехал и дальше прям. Увлекся сильно. Неплохо. Однако не будем обманываться, у тебя не было серьезных противников. Ой, ой, ой. Еще заезд. И еще заезд. Я хотел бы проехаться еще раз. Дивно. Скоро начнется новый заезд. Твоим соперником будет Виконт Роммер верхом на каникулах. На каникулах? Виконт состязается инкогнито, поэтому прошу не разглашать его тайну. Ой, какой красивый закат опять на фоне. Но! О, трасса в этот раз другая. Вау! Вы только посмотрите. Все, у меня сегодня язык валится. Красиво. Вот и я о том же. Закаты просто сногсшибательные. В Ведьмаке. Особенно если ехать прям в их сторону. Пока едешь вперед и смотришь в этот закат, это просто пушка-бомба. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда выиграл Геральт из Ривии на плотве. Слава победителю! Браво. Только решай быстрее, расскажи историю скачек. Да, конечно. Еще заезд. Настолько все срочно и быстро, что можем еще поподробнее всякие истории полчаса рассказывать. Я хочу попробовать еще раз. Давай еще раз. Чудесно. В этот раз твоим противником будет Люк Сумки Вегельбуд. мне уже дали, седло Уже дали, молодого значит теперь Альберта. награда будет Верхом на скоро. суккубе. В роду он паршивая овца, но еще ни разу не проиграл ни одного забега. Он, можно сказать, звезда ипподрома. Да, по идее это последний. Звезда. Ой, погода уже испортилась, уже не такая красивая погода. Я буду удивлен, если там из всех этих сумок, шор и сёдел новых, если из всего этого хоть что-то мне дадут, то лучше моего. Это уже будет как очень хорошая награда, если хоть одно будет лучше.
то я прям на 90% уверен, что там все будет либо хуже, либо такой же, как у меня. Как всегда. Ой, не туда. Ой, ой. Ну, плотва, ну, блин. Ну, Это был поворот не неудачный врезал. заезд. Это да, это Что ж, в неудачно. следующий раз повезет больше. Еще заезд. Блин, ну мы были почти на финале. Ну надо же было так. Врат. Надо было же так, блин, под самый конец в поворот не писаться. Считаю до 3. 1, 2, 3. Старт! Но! Я слышал несколько баллад. Надо смотреть, значит, не на пейзажи, а на дорогу. Все равно гроза, пейзажей толком и нет. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда выиграл Геральт из Ривии на плотве! Слава победителю! Великолепная скачка! Поздравляю с выигрышем! Вот бы его для цирка отловить и людям показывать. Всё? Капитал можно сколотить. Последняя скачка. Мои поздравления. Угу. Наконец-то после стольких лет у нас... Приветствую. Я видела, как ты ездишь. Тебе повезло. У меня такое впечатление, что ты неплохой наездник. Хоть и не такой хороший, А как... это ты уже говорил. А я б хотела, Так. Такой же, как у меня. Оу. Ну, а сумка хуже. Вот это прям лучше седло. Надо же. Реально хоть что-то лучше дали. Впечатляет. Шор не дали, зато дали 2 седла. И сумки одни. Ну и на том спасибо, что хоть что-то Я лучше. правильно понимаю? А в чем дело? Да вот хотел сказать, красивая победа! Инака, держи приглашение от шефа. Он лично хочет тебя поздравить. Прощай. Скачки продолжаются. Ну теперь хотя бы как задание оно у меня появилось. А, это в Новиграде. Так, отдаем Лютику эти штуки и, наверное, реально будем уже закругляться на сегодня. Уже почти 6 часов.
Отлично. О, ты слышал когда-нибудь легенды Хватит с меня. о белом боге? Сегодня торжественная Начинаем в соль гвоздь мажоре. программы. И Я уже говорила, это грустное, меланхолическое произведение в минорной тональности. но я хотел... Все испортить. Начинаем в ми миноре. Ну вот, вижу, бригада без дела не сидела. Вышло и правда неплохо. Но получилось... хотя я думал о чем-то более... ну, понимаете, в театральном стиле. Тебе не нравится? Я думала, будуар придется тебе по вкусу. Так это ты выбирала? Я вовсе не говорю, что так плохо. Просто я все иначе себе представлял. Знаешь, если задуматься, то ты права. Да, стиль будуара прекрасно подходит к кабаре. Так, переобуваемся. Ты принес плакат? Латрек сказал, что сам их занесет. Отлично. Это будет лучшая реклама для хамелеона. Ты не говорил, что хочешь сменить название? Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к кабаре, ну и явно намекает на то, что характер самого места изменился. Потом хамелеон и звучит как-то лучше. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее не мы, а Поль. Она просто сокровище. Прибежала, сразу построила девушек. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральная репетиция. Я только заскочу домой за платьем. Спасибо за все. Мелочи. Кажется, моя мечта о кабаре вот-вот исполнится. Так, может, отметим? Я угощаю. Почему нет? Вот это я понимаю. Мастер говорил, что ты разговаривал с Присциллой. Разговаривал. Она говорила что-нибудь обо мне? Говорила, что ты толстый и смердишь. Не помню. А почему ты спрашиваешь? Не помню, да, ничего не Просто помню. так? Ничего не помню. Ну и ну, я и не думал, что доживу до этого дня. Лютик, живущий в моногамии. Я всегда жил моногамно. Ну, почти. Только музы часто менялись. Присцилла следующая в коллекции? Нет, она ее венец. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне 4 часа пришлось читать ей «Плащ и шпагу». То есть вы не... Да ты с ума, что ли, сошел? За кого ты меня принимаешь? Опоздал. Ну, конечно. А ведь знает, как важен для меня этот вечер. Понятное дело, знает. Может, она прихорашивается как-нибудь по-особенному. Это требует времени. Неправда. Женское тщеславие не знает границ. Мастер Лютик! Присцилла! Она... Что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госпиталь Вильмерия. Напал? Ранил? Я иду. Геральт, сходишь со мной, пожалуйста. Конечно, пойдем. Боги. Присцилла.
Она же будет жить. Наверняка. Состояние тяжелое, но стабильное. Простите, вы ее родственник? Родственник? Нет, друг. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Иоахим фон Грац, начальник хирургического отделения, до недавнего времени лектор Оксенфурдской академии. Хватит этикета, что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга, отек, надрез на горле, внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в Мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. Вырванным? То есть Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой 100 неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытия еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить, как опухоль. С тем только, что опухоль, как ты верно ее назвал, не будет спокойно ждать, пока ее удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю. И уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить, особенно если всю жизнь держишь в руке скальпель, а не меч. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Тестень. Или Моргенштерн. Думаете, меня ударили за операционным столом? Нет? Повторюсь, я знаю, что делаю. И хочу помочь. Думаешь, меня пустят в Мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Давай я позже подойду. Хотя по дороге он что-то будет рассказывать. Не, давай позже. Нет, сперва я должен кое-что доделать. В таком случае встретимся у Зимородка. Я буду вас ждать. Я достану его, Лютик. Будь это хоть самый иерарх Хеммельфарт. Спасибо. А то сейчас я действительно хочу уже заканчивать. Я отходил, если что. Ну, а мы тут уже наконец-то действительно заканчиваем. Я бы даже тут сохранился, прям возле Присциллы. В следующий раз нас ожидает, что тут еще не доделано. Вот этот квест детективный прям, очень интересный, кстати, я очень помню его. Очень хорошо помню. Очень интересный квест. И с убийством Родовида, да, тоже остался квест. Это из дополнительных. А, еще с этим. Золтаном. Карты, да. 3 квеста, получается, еще остались. Дополнительные в Новиграде. Доступные. Сюжетку мы прошли. Все остальное
либо на скеллиге, либо заказы. Так что в следующий раз, не знаю, в начале стрима, наверное, еще вот эти квесты доделаем дополнительные, чтобы потом уже спокойно можно было отправляться на скеллиги. Может, что-то из заказов еще там по уровню сделаем. Посмотрим. Сегодня и так очень много чего сделали. Самое главное, сюжетку навиградскую допрошли насчет Цири и Лютика. Много всяких побочных дел тоже сделать. Несколько заказов даже успели. Более чем неплохо посидели. 6 часов. 6 часов. Да. Ладно. На этом конец. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, может, молча.